Hello, nice to meet you, everybody. How are you? Всем отличного воскресного настроения. Итак, потихоньку начинаем Октоберфест. Так, нам нужно что? Правильно, проверить аукцион и затариться патронами. Короче, донат алерт полностью слетел напрочь. Не знаю, что с ним происходит, но такая вот тема. Так, что у нас сегодня на аукционе, на ужин, так сказать? Так, я ничего не понял. Ага. А на Калипсо ничего не продалось, да? Что это такое? Мар, Вурт, Рекрут, Игл. Что это такое? А, понял. Херня, короче, никто не купил. Ладно. Ну, в принципе, нормально, пока патроны есть. Пойдемте немножко. Вот это давайте, пожалуйста, мы стримим для себя. Спасибо. Нам продвижения не нужны. Благодарю. Я понимаю, что вы хотите кушать, но мы тоже хотим. Так, что у нас на повестке дня? Kill, Bollard, Village нам нужно сделать. Так, ладненько, пойдемте. Возьмем еще квестики вот сюда. Октоберфест Day 1, everybody. Сегодня розыгрыш. В конце стрима. Не забывайте. Получите приз. Личный ножик. Спускаемся вниз, чтобы не умирать. И сразу появляемся на нашей знакомой точке. Бежим налево вот сюда. Поворачиваем сперва направо, а потом налево вон туда. Это, конечно, можно было бы сделать более грамотную текстуру, чтобы не было видно. Так вот не видно, да, когда близко. Потом вот так становится видно, что это обои прикрепленные. Oh, yeah. Благодарю за подписочку. Отличного настроения. Присоединяйтесь, будем стримить вместе с вами. А ну-ка давай мне бабки, сука! Бабло давай гони, ма! Ладно, мы так Дели Папуз возьмем. И Monkey Around тоже возьмем.
Все отлично. Мы затарились по самые не балуй. И потихонечку пойдем делать Daily Mission Next. Мы первые на первом. Чтобы время не тратить зря. Сейчас пока воскресенье, пока все проснутся, пока все раскачаются туда-сюда. Потом как понабегут 15-20 человек за этим ножом. Вчера второе место занял в бункере в одном розыгрыше. И все, и просрал, все, и пошел спать. Потом там уже скелетик стримил. Он подбегал, короче, ко всем. Стучит к ним. Кидает им обмен. Кидает им какой-нибудь мама. Кидает к ним какую-нибудь шмотку и закрывает обмен. Те в шоке, думают, что происходит. А кто за мной гнался? А, вон он. Так, это мы где находимся? Так, ага, здесь вот здесь вот есть причал, здесь можно брать квесты на дерево, на всякое такое. О, это что такое? Ой! Ой, только не сюда. Что это? Где это мы? Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Не хочу. А, ничего не понял. Не понял. Как это мы здесь оказались? А обратно давай. Все нормально. Hello, how are you? 1 second, please. I'm Hunt. 1 second, please. I'm second, please. Detach. Okay. 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 I'm good. Nice. Very nice day. You world of peace. I'm peace of world. Mir world. Peace, mir. Hello, nice to meet you. Please don't speak English just for me. Don't speak English. Пожалуйста, не говори на английском. А по какому говорить? На русском? Russia? Language. I'm sorry. I don't speak English, sorry. I'm Russian. 1 second, please. I'm trading. Tier 2. One second, please. One second, please. Rank. Raygun, L, 1 second, stop. Добрый ультра. Окей, Raygun L, Zincadus, 1 LC, yes. Nice. Overlay. 1 second, please. Привет. Hello. I said good morning. Good morning. Good morning. Good day, everybody. Nice. Daily Mission, Yellow Papu. Привет, только Пикатори. Тебе не спится, да? Вам никому не спится, дорогие мои. Никому не спится. Никому не дело до меня. Приходите, сегодня будет розыгрыш в конце стрима. Будем разыгрывать тех, кто больше месяца в игре находится. Сегодня у нас первый день октября. Середина осени, так сказать. Но на улице шикарная погода. Всем отличного воскресного настроения, много не пейте. В конце стрима разыграем с вами шарики.
Так что все нормально. Потихонечку, не спеша. My boss once was Russian. My boss once... I don't speak. Привет. Да, резиновые шарики будем разыгрывать. Анальные. Рассуждаем. Разыграем malware был анти-malware. Блять, и СНЗ тут как тут, блин. Читеры тоже тут как тут. Бей читеров, спасай Россию. Oh, hello from New Zealand. Oh, New Zealand, very nice country, very nice New Zealand. I like to animal, very nice Zealand. Yes, of course. It's fine, animal people, New Zealand, like country. Так, они вроде идут за счет у меня или нет? Эй. Смотри, сколько у меня квестов открыто. Сюда, 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 сюда. Все, весь хлам сюда. Это, по-моему, хорошая вещь, да? О, ну это мы попробуем. Это я вчера этому и этому колбасе я пытался помочь, но он не захотел. Сейчас посмотрим, 110. Я все пораспродал. Все пораспродал. И вот начал. Короче, все заново мне пришлось перенастраивать полностью OBS. Ничего не работало. Ни один чат, ни один строка, ничего. Все слетело, я не знаю, то ли на русском, потому что чат нельзя называть. Я сейчас все назвал на английском языке. Может быть, OBS специально на русские символы там что ругается. Хрен его знает. Ничего не работало у меня. Ни подписки, ни донаты, ничего. Полностью был мертвый OBS. Так, мы сейчас делаем делики на что? Да, мы сейчас делаем делики вот на бибизянок. Потихонечку. Приветульки, Волмар. Добро пожаловать. В конце стрима будет розыгрыш, так что не забывайте. Я не знаю, насколько сегодня меня хватит. Но постримим, не знаю, 3-4 часика, как обычно, может быть. Чтобы долго вас не мучить, не задерживать. Потому что у каждого своя жизнь, свои, так сказать, жизненные дела. Кто хочет, приходит, кто не хочет, не приходит. Кому нравится, кому не нравится. Я как бы вчера стараюсь всегда стримить на трезвую голову. Так что так, каждому свое. Чай попьем вместе, кофе. Короче, лучше их, конечно, бить все-таки без этого, без брони. Они знатно броню стирают, очень знатно. Невероятно броню стирают, просто напрочь. Так что попозже будет у нас розыгрыш. Вот такой ножичек разыграем с вами, только будет новый, 100%. Ой, нашел Broken Elysian. Отлично. Остановись. Так что потихонечку, не спеша. Ой, а это кто у нас? Благодарю. Нифига себе, 100 битсов дали. Первый раз такое вижу. Лучше бы задонатили бы, честное слово. 100 битсов это сколько? Вы чё, ребята, я даже не знаю, что это такое. Thank you very much, Граф. Граф, thank you very much. Как это объяснить? Я не понимаю. Как по-английски? Граф, ты понимаешь по-русски? Не название.
Название. Ниже чуть не видно название из-за баннера Next Island. Ты понял? Какого баннера Next Island? Имейте этот в виду. Так что ли? Thank you very much, Beats. Так видно? Please, before streaming your game. Thank you very much. Graph, you game to Entrop Universe? No. Thank you very much. Graph, you game streaming Entrop Universe play game? No. Please come back to end stream. Knife. Freeze knife. Yes, play. Oh. Okay. Good game. Good game, real money. I'm sorry, Russia close money. Exit to input. Как это сказать, input? Вот. Input money, Russia close. Sorry. Entrop Universe close money. Russia. Input. Это ввод, по-моему, да? Input. Вот. А вывод что такое? Real put. Как будет ввод? Ввод это input, по-моему. Да. А вывод? Вывод это, по-моему, conclusion. Ending. Inference. Derivation. Output. Выход. Output. Output money. No. Sorry. Yellow Papu. Fucking Yellow Papu. You're unable to deposit? Yes. Deposit dollar. Transaction history. Close Russia. No deposit. Все, close. No deposit. Fuck. Не дают депозитить больше. Нет, можно, конечно, завести бабки, если очень захотеть. Просто что мне от этого дадут? Надо уметь выводить, а не заводить. Так, мы пока потихонечку, мы так особо не спешим. Oh, said well, war, Russia-Ukraine war in close Europe. I'm pacifist. Кто такой, как будет пацифист? Кто такой пацифист? Да, кто против насилия? Пацифист? I'm pacifist. I don't war. I like to world. I like to peace. I like to true. Правда. I'm Daily Mission. October next Island. Very nice planet. Oh, John Black Knight. Grass. Kill it, Melcher Lupin Gang. $400. Woo! Nice. Whoa! Melcher Lupin Gang.
$1500, $900. Хант. Майнинг. Нарконисиум. $800. А на крафте что у нас? Понятно. Оп, стоямба. О, Гвардиан, давай. Опять мне этот. I understand you, okay, everybody. В конце стримчанского, ребятульки, подходите. Будет розыгрыш сегодня, 1 октября. Oktoberfest One Trees Knife. Блядь, время, конечно, быстро летит, просто пипец. Ничего не успел, как говорится, сделать, уже октябрь месяц. Какими-то там токенами гонится. Давай, скорее, скорее, маркап, маркап, токены, маркап, токены, все хатят. Я говорю, я не делаю, что делают абсолютно все. Ну, я вот такой человек, специфическая, блин, понимаешь? У меня специфическая натура, ну, понимаешь, все по-своему, все люди же разные, правильно? Все разные, все по-разному мыслят. Кто-то делает, как бы, ну, одинаковые вещи хочет делать, кто-то не делает одинаковые. Ну, я немножко пострелял так, но чтобы прямо убиваться, там, упарываться, там, с утра до вечера стрелять токен, да, зачем? Я знал, что они потом все меньше, меньше, меньше будут. Понятно, что можно было покачаться, что можно было там немножко там поднять. Мне хватает своего, я как бы там здесь до супер богатства я не гонюсь, я просто отдыхаю, стримлю, общаюсь и, как говорится, убиваю время, и все. I wish to travel to Russia for food. Okay, like food. Пельмени, борщ, голубцы, nice, мед, меду, как будет виноград, виноград, голубцы как будет? Cabbage rolls, cabbage rolls, nice food. I wish to travel to Russia for food. I'm fast food, American fast food, McDonald's, да? Ха-ха-ха, лол. Гамбургер, чизбургер. I'm like to KFC, I like. Ням-ням, птичка, курица, ку-ку-ку. Как с ним еще разговаривают? I like to курица. Кому-то нравится в KFC там курочки покушать, почему нет? Раз в месяц можно сходить, но не каждый день. Понятно, что специфическая еда. Так, смотрим маркап какой. 150%, ни хрена себе, я вам скажу, однако. О, видите, все имеет свою цену. Вкусно и точка. Нет, я понимаю, если бы это было бы название, слоган, снизу подписано «Вкусно и точка». Допустим, Макдак. Вкусно и точка, да, слоган. Допустим, там, как этот, Мерседес там или как, или там Sony там. Создан для жизни. Ну, это слоган. Вкусная точка — это слоган. Слоган не может быть именем, существительным, названием. Сука, это словосочетание. Ну, видишь, настолько уже просто народ уже отупел, что он уже не может понять, где название, а где слоган, блядь. Вот поэтому меня это раздражает. А потом начали копировать, блядь, как бараны, блин, везде. Там... Классная и точка, связь и точка, блядь, жопа и точка и так далее и тому подобное. Везде эти точки начали. Тупой ты и точка. Назвали бы там уже Русбург какой-нибудь, да? Русбург, все. Русбург, в конце, не снизу, вкусная и точка. Все. Русский бургер, блядь, вкусная и точка там. Домашние бургеры там российские. Нет! Мы лучше слоган сделаем, название. Ну что поделать, если такой вот... Что поделать? Не переделаешь людей, понимаешь? Сейчас как в конце стрима понабегут на розыгрыш, когда шарики увидят. Сейчас пока отдыхают еще люди. Пока только приходят в себя после бурной субботней ночи.
Пока только встают, умываются, зубы чистят, пробежки делают кто. А потом сразу раз и в энтропию зашли. Так, смотри, кто здесь сегодня стримит у нас? Сензе. Так, давай-ка я Авалонису подпорчу статистику. Сейчас как зайду, как прилечу на Nexus и начну стримить 12 часов. Да? Ну, вечером приходи, тебе рейд перекину. Часиком к 6. Как раз я до 6, и ты до 6. По 6 часов постримим. Так же удобно, я тебе перекидываю, а потом ты перекидываешь. Как же я хочу донатить вью? Так ты можешь задонатить. Тебе нужны педы, это можно организовать. Сколько тебе нужно? Постоплату делаешь, человек есть здесь. Вот ему кидаешь в личку, ну, пишешь ему. Ему пишешь, кидаешь ему на карту, он тебе дает деньги в игре. В чем проблема? Он деньги честно заработал, так что ты можешь не переживать. Это его личные деньги, и он имеет право делать РМТ, покупать и продавать педы. Это, если нет вывода, это нормально. Если ты у мошенника купишь, тебя могут забанить, потому что могут, мошенник, если он мошенник, он вряд ли будет на тебя стучать. Хотя, может быть, хрен его знает. Просто чисто ради прикола. Он тебе бабки получил и тебя же забанил. Я не знаю, я знаю, что человек, как говорится, есть проверенные люди, адекватные взрослые, которые могут помочь задонатить и купить тебе. Подожди, а ты хочешь Азурку? Подожди, Азурка это вроде за Мейхема, ребята, разве нет? Подскажите, пожалуйста, ребята, за Мейхем и Азурка дается, за Мейхем, за 3 рарных токена, по-моему, Азурка. Зачем вам Азурка? Тогда же лучше можно Твен Апаловский взять. Апаловский Твен. А для чего? Ну вы будете потом... Ну да, ему кидаешь на карточку, он тебе давно тебе бабки отдает, сколько тебе нужно, и все, в энтропии. Купишь себе Азурку. Ну Азурка, по-моему, за Мейхем. По-моему, за Мейхем. Вот, она за Мейхем токены, да. Поэтому, если у тебя есть, там, не знаю, 20, 30, 40 тысяч обычных токенов и 3 рарных токена, я бы не стал бы покупать Азурку. Есть 2 Азурки, одна 80 эффективности, другая совсем за Мейхема. Но купить можно с рук. Ага, понял. С рук можно купить, да? Ну, отлично тогда. Но... А сколько она стоит с рук приблизительно? 5, 6, 7, 9 тысяч. Сколько она там, долларов? Сколько она в педах стоит? 3 тысячи, 4 тысячи пед, 5 тысяч пед, 6 тысяч пед, 7 тысяч пед. Почем она приблизительно сейчас стоит? Я не знаю, сколько она стоит, я не проверял, честно, я даже не видел ее. Ну, 67 эффективности, ты можешь ее разогнать больше 70. 3-й тир, это дорого. Смотри. Я знаю, пускай меня хейтят те, кто давно в игре. Я не обижаюсь, потому что я все равно людей уважаю, кто играет, понимаешь? Это личное дело каждого, правильно? Там слушать меня, не слушать меня, что там гоню туфту. Серк-зло просто ко мне относится предвзято. Но это его личное дело, я на него не обижаюсь. Это нормально. Я тоже, может быть, кому-то отношусь предвзято, но я просто молчу, и все. Особо я никаких там не делаю. Но мне нравится Серк-зло тем, да, то, что он прямолинейный. Это ему респект за это. Но я, допустим, говорю как. Я не со многими общаюсь, я общаюсь не со многими. Но я смотрю, если человек очень долго находится в игре, почему он задержался в игре? Раз. Хорошо, он задержался в игре, окей, не вопрос. Но человек мне, может быть, врет, может быть, он не врет, может, просто решил поприкалываться этой информацией. Я как говорю, я так как слышал, так и вам говорю. Смотрите сейчас сюда, про эффективность. Про эффективность он говорит мне, который с 2006 года играет. Я не знаю, правда это или нет. Допустим, Серк-зло, он практик. Он, может быть, говорит, что это все неправда, это лохотрон, не вводи людей в заблуждение. Я не ввожу. Я просто делюсь информацией. А вы уже можете сами потом на практике проверить, правда это или нет, если у вас есть на это время и возможности. Смотрите. Челик, который сидит в игре с 2006 года, что он сказал? Я сказал, покажи, чем ты хантишь. Он там бабам, 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 бабам. Он мне открывает пушку, которую он хантит. 55 уровень эффективности. Я такой, ха-ха-ха-ха. Типа говорю, говно. Он говорит, что?
Я говорю, у тебя эффективность, короче, говно, говорю, как ты можешь играть? Он говорит, для меня эффективность, типа, никакого значения, говорит, не имеет. Ну, слушай сюда. Пока не надо ругаться, кидать в меня камнями. Это ваше личное право. Смейтесь, плюйтесь в меня, ну, я ничего не могу сделать. А я спросил, а почему? Он мне ответил прямо. Если у тебя нет, говорит, 105-го лутера, твоя эффективность, говорит, не нужна. Ну, оружие эффективность, говорит, забудь про нее. Я не знаю. Я подумал так, почему он так говорит. Ну, он говорит, типа, я там в советах, типа, не нуждаюсь, но челик уже прошарен, видимо. Может быть, он играл перерывами, я не знаю, но у него там было 40 тысяч пет на счету. Он хантит, он там с этим, с каким-то петом лупит каких-то толстых там мобов, отдыхает, короче, в общем. Может, у него есть там и больше эффективности, но он просто не заморачивается. Он говорит, для меня важен, говорит, типа дамаг. Урон. С какой, говорит, с каким-то уроном и с какой-то эффективностью убиваешь моба. Как ты там его убиваешь, там не быстро, там долго, типа того. А на эффективность, говорит, типа особо не обращай внимания. Ну, это просто сделано специально, чтобы у людей была какая-то, ну, точка, к которой, типа, нужно стремиться, чтобы вот взять 100-й уровень. Ну, надо же куда-то идти, к чему-то двигаться. И потом уже, типа, стрелять с какой-то там более максимальной там отдачи. 7% там туда-сюда. Но в итоге он говорит, все это, типа, ну, не так суть важно для него, может быть, потому что он, может быть, у него там миллион скиллов уже. Для него это уже не так, кажется, важно. Как бы он на это внимание не обращает, у него денег до хрена, он, может быть, и донатит. И для него это как бы для нас, у которых нет возможности донатить, и мы там перебиваемся с грошей там туда-сюда, для нас может быть важно эти 7%, понимаете? Мы как бы стараемся играть ближе к нулю, так сказать, а они, уберы, они могут сливать, как бы они могут это... Я это все понимаю. Не думайте, что я как бы ничего не понимаю, и... Мне нравится мне этот звук. Я все прекрасно понимаю, я как бы говорю, я на трезвую голову. И он мне сказал, если вы пока маленького уровня, типа, ну, ищите просто пушку, которая вас устраивает. А эффективность это уже как бы второстепенная для вас должна быть. Так что не тратьте деньги на это. А так вы просто, допустим, сейчас купите за 6-10 тысяч пушку. И где вы возьмете средства, чтобы ее отбивать год, два, три? Ну это двойные затраты для вас, плюс ваше время. Вот смотрите, вчера я смотрел за колбасой. Колбаса тебе не в обиду, потому что, ну, я ничего плохого не говорю. Человек сделал контент, своеобразный контент. Он не похож на другие контенты. Человек просто 4 часа ходил, бегал, чтобы сделать удочку. Это стоило его времени, его усилий. Хотя он мог просто тупо взять за 55, купить эту гребаную удочку и показать нам немного другой контент, который нам показывал InTime. Нет, зачем? Мы лучше побегаем, но это практика. Он посмотрел, здесь копается лист, здесь копается Dark лист. Он изучал планету. Вот ему тоже это в плюс. Это не говорит типа, о, почему он сразу не пошел, не купил удочку, он там мучился, он кликал, он там потерял деньги, потерял время. Это его личное дело. Значит, пускай так. Я бы на его месте лично бы, если бы мне нужна была бы срочно удочка, и мне нужны были бы какие-то скиллы, и мне нужно было бы, я понял бы, что я не могу прокликать этот чертеж, потому что там кровь нужно добывать, акул бить, а у меня не такой большой баланс, как у него. Немножко побольше у него. И я что? Я купил бы эту удочку сразу бы и не парился бы за 55 анлимную, взял бы, починил бы ее, пошел бы рыбу ловить. Ну, я иду методом, если я понимаю, что я не смогу это сделать, но мне это очень нужно, и у меня есть возможность потратить деньги, я лучше потрачу деньги и возьму. А если я знаю, что я могу сделать, затратив усилие небольшое, час-два, и приобрести, как это делает InTime, он и сам крафтит, он сам хантит, он сам майнит, но он распыляется. А это не есть хорошо. Для него это может быть в порядке вещей, и он не парится так же, как и я особо, он не бежит за чем-то, он просто наслаждается процессом. Ему нравится и пострелять немножко, как бункеру, да, ему нравится и побегать с майном, ему нравится поставить сутки и покрафтить. Каждый здесь занимается и находит то, что ему нравится. Вот чем великолепна эта энтропия, здесь может делать все, что угодно. Но есть такие личности, по любасу, которые целенаправленно, целеустремленно двигаются к своей цели. Они не майнят, они не крафтят,
У них все скиллы тупо боевые, и они идут в хант. Несмотря ни на что, несмотря на минусы, несмотря на плохую отдачу. Вот у них есть свои цели, тоже приветствую этих людей. В этом состоит кайф, понимаешь? Вот именно удовлетворение. Вы должны найти просто себя. Пока себя не нашел, честно скажу. Крафчу я от безысходности, когда мне делать нечего. Майню я очень аккуратно и не очень часто. В основном я занимаюсь хантом. Потому что на майне как бы меня удручает то, что я кидаю пробку, а там пусто. Я кидаю пробку, а там опять пусто. Я кидаю еще раз, и еще раз, и еще раз, и еще раз. А там пусто. Ну неинтересно становится, блин. Потом уже никакой глуп твое настроение не поправит. Поэтому я вот выстрелил, и мне обратно вернула шрапнелька. Пускай мало, зато я вижу сразу лут, и я какое-то делаю движение. Понятно, что когда ты сидишь на одном мобе годами, приедается. Поэтому приходится моба терять. Но есть определенная привилегия, как сказал Самоель. Когда вы достигнете 100 уровня, и когда у вас немножко подрастет лутер, вы можете взять хорошую пушечку, более приятную, ну, по себе, выбрать мобов 2, 3, 4 и просто менять периодически, чтобы вам не сходить с ума на одном мобе. Просто это уже все переговорено, выговорено и выложено для новичков, для всех. Вот единственное зря, что Серг Зло, он не стримит ни на Ютубе и не на этом, как сказать, не на ВК Play, где можно сохранять видосы для новичков, для тех, кто придет сюда. Чтобы он уже не повторялся, знаешь, 1000 раз об одном и том же. Пришел новичок в игру, а что это за игра? Что здесь нам надо делать? А он, возьми, посмотри этого человека, и все тебе станет ясно. Хочешь, делай так, не хочешь, делай по-своему. Все. Кстати, если что, можно, в принципе, его скачивать видосы, ну, с его разрешения, допустим, да, и куда-нибудь сделать ему кто-нибудь отдельный канал на ютубе, назвать его Серг Зло и выставлять его видосы. Но с его разрешения, если он хочет помочь развивать энтропию. Но это уже если с ним надо говорить, если он хочет. Потому что он, в принципе, говорит одно и то же. Периодически повторяет. Для тех, кто новенький приходит, тот слушает. Но я не хочу, чтобы у нас все сводилось, ребята, к Виксену, честно. Виксена уже там протолкнуться негде. Скоро там уже будет, наверное, 300 шестеренка. Люди уже устали. Поэтому, если вы хотите хантить и у вас есть деньги, не тратьте деньги на какие-то суперэффективные пушки. Я посмотрел немножко статистику Букина, посмотрел статистики Барбареллы через калькулятор. И в итоге пришел к выводу, что Барбарелла ничем не хуже Чона, и ничем не хуже Букина. И эко-оружие, спокойно на ней можно медленно, хантить, медленно. Так что я купил себе только одну указочку и больше не стал париться. Если, конечно, вы хотите быстро прокачаться, это другое дело. Нужно влить скиллы. Вот лучше, ребята, потратить деньги на вливание скиллов к себе. Это будет более полезно, чем вы будете тратить на азурки всякие. I'm like Daniel Medvedev tennis player. Big tennis? Wimbledon! Что-то медленно у Барбы ДПС больше, чем... Это медленно у Барбы ДПС больше, чем у Букина. Нет, Чон скорострельный. Он как пистолет-пулемет, я считаю. Чончик. Чончик, он прикольный. Он как пистолет-пулемет. Барба, она, знаешь, такая, чисто на расслабоне играть, на изи. Вот этим Барба мне нравится, да? Смотри. Сейчас покажу. Вот. Но видишь, Зинкаду стоит и стоит, тут эффективно особо Барбарелла роли не играет. Смотри, она, если вы возьмете 8-10% перезарядку или шлем, она будет почти 50 выстрелов в минуту делать. У нее очень маленький ТТ, вы будете минимально тратить, и можно даже без оптики спокойно даже хантить. Хорошая Барба. Но у кого Барбы нету, тот, конечно, Букиным стреляет. Или Чоном.
Ну подожди. Сейчас. Ну да, 61,5 вместе с BLC, все. Так что, если у кого Барбарелла нету, да, Букин или Чон. Не тратьте. Слушай, если Чон можно разогнать до 67 эффективности, если вы прямо так хотите эту эффективность. Ну смотрите, на мелких мобах, ребята, да, на мелких мобах, ну как сказал Серго, у него очень мало мобов, да, где можно маркап, если там, помимо виксонов найти. Ну мерпы, виксоны, я не знаю, там еще можно поискать на других планетах. Такую вещь. С мелкого моба вы рарку не выбьете. Ну, очень сложно выбить рарную вещь с мелкого моба. Вы же не будете бить до сплеттера, правильно? У вас не хватит на это ни денег и ни брони. Он просто будет с тычка вас улетать будете. С одного-двух тычков вы будете просто улетать. А вот если вы возьмете какую-нибудь пушечку, вам главное, чтобы она была вам по скиллам, чтобы она была замаксенная для вас. Но если она будет немножко не дотягивать по скиллам, у вас скиллы будут расти быстрее, чтобы их набрать. Возьмите замаксенную пушку, закидайте туда побольше, ну, а 101 нет, а 101 не нужен здесь, если вы на большого моба, да? 104 это минимальный, 102 дешевый, около 205, 104 255, по-моему, 105 уже дороже усилок. Ну, короче, они все очень кусючие, дорогие усилки, и очень они быстро все стираются, лазерные усилки. Лучше, конечно, БЛП усилки. БЛП пушки все-таки более привилегистые для меня. Не знаю, я качаю лазер, но я склоняюсь все-таки больше к БЛП. Кусючие цены на эти усилочки, и больно они там стираются быстро. Мне это не очень нравится, когда стирается быстро. Ну, вот такой я человек специфический, что мне не нравится, когда слишком быстро стирается. Не надо меня судить. В конце стрима не забудьте прийти и разыграем нож. Так вот, что я хотел сказать насчет пушки. Я все время кнопаю, короче, этот аукцион. Смотрю анлимки. Короче, если вы найдете Арматрикс хороший, с небольшим, да, ну, пускай он будет, главное, чтобы там был хороший тир-рейд. И 3, 4, 5, чтобы у вас было энхансеров на дамаг. На крит даже не нужно. Лучше на дамаг. Можно поискать, какие там минимальные рарки падают с каких мобов, и просто чисто поэкспериментировать. Когда волна пойдет, просто переключиться на это оружие, которое у вас будет скорострельным и с большим дамагом, да, там 70, 80 и выше, 100. Чтобы вы могли это животное с 2, 3, 4 тычков выносить в волну и проверить теорию хотя бы в течение месяца, в течение полгода-года. Вы сможете с того моба, с которого реально залутать рарку, выбить эту рарку в волну. Вот как вот это вот сделать? Ты же, чтобы выбить рарку, нужно поймать волну. А как ты ее поймаешь? Нужно этого же моба хантить. А чем ты будешь хантить? Будешь хантить, допустим, другой пушкой, которая, допустим, там не такая эффективна. Вы будете минусить по-любому. У вас нет возможности додонатить. А как вы будете компенсировать свои минуса? Я могу задонатить. Здесь не проблема доната. Я хочу донатить коробками. Ключи хочу открывать. Потому что там синие вытаскиваются штучки, таблетки. За них не нужно переплачивать маркап гребаный на аукционе и за доставку. Чтобы можно было порубить лес. А так у тебя и патроны есть. Еще шанс колечко вытащить. И еще у тебя таблеточки есть разные. Другие таблеточки можно переработать в патрончики и кайфовать. А, ну, закину я 10, 20, 30 долларов. Мне дадут там 300 пет. Мне от этого весело, честно, не будет. Ну, будет у меня чуть-чуть больше денежек в игре. А от этого как бы я не сдвинусь с места. От этого я не смогу пойти до сплеттера похантить, понимаете? Можно, конечно, объединиться с небольшими, допустим, вот с букинами. Сколько нужно человек, чтобы убить до сплеттера? Давайте посчитаем. Ну, это надо считать. 10 человек хватит, чтобы убить до сплеттера или нет с букин? Но вряд ли. Нужно что-то дальнобойное, наверное, да, и скорострельное. С минимальными возможностями, как сказать, чтобы деньги не тратились у вас. Попробовать толпой валить до сплеттера. Ну, понятно, рарка-то не всем, по-моему, упадет, если она упадет.
она упадет кому-то из вас. И будет ругань. Поэтому я не знаю, что делать. Поэтому я вот сижу пока на Нексте. А после Некста, я не знаю, если все будет хорошо, я все-таки хочу попробовать полететь на Рок. Если там не мешать не будут, если там не будет очень много народу, добить все-таки квесты Виксенов. А после Виксенов я обиделся. Почему, скажу. Я думал на Сирену полететь, платы сделать. А потом понял, что платы там невыгодно делать. Потому что, чтобы сделать одну плату, помимо баджей 600, 900, 1400 баджей, нужно к каждой плате мне тратить помимо лута 20 пет, 30 пет, 40 пет, 50 пет какой-то статуэтки. Этой статуэтки нету на аукционе. Чертежа тоже нету. Она редко появляется на аукционе. И только появляется одна штука, надо ее быстро покупать. А она стоит тоже денег. Я так посчитал, что вы больше потратите своего времени и денег. Проще купить уже 5B аджастутные, если вам прямо так необходимы эти арморы. Для чего вам эти арморы нужны, спрашиваете вы себя? Кого вы хотите хантить? Видите, я ханчу без арморов. Хотя я хочу купить себе арморчики недорогие. Они стоят 15 пет. С Next Island. Самые дешевые платы, так сказать. Я вам сейчас одну покажу, которую я выбил с медузы. Ну не с медузы, а со змейки. Так что вы не уходите, скоро будет розыгрыш. Разыграем. Слишком много говорю, да, и много говорю, может быть, ненужного для новичков. Но ребята, кто уже в теме давно, тут просто может информацию просеивать. И просто, ну, то, что плохая информация, ненужная, вредная, она просто не усваивается вами, и все. Я же тоже так делаю, я смотрю. Если информация плохая, неинтересная, просто ее не запоминаю. Если что-то интересное для себя, я могу записать, чтобы не забыть, и все. Если я все время буду молчать, то будет неинтересно. Так, все. А, блин, я думал 200 их надо убить, а их надо 250 убивать. Ё-моё. Это, конечно, засада. Настя, сделай чай, пожалуйста. Или кофе. Так, я сейчас отвлекусь. Time out. 1 second, please, time out. Я у чувака видел, блядь, здесь монитор, тут монитор, там монитор, здесь монитор, блядь, он весь в мониторах. У меня все в одном. И поэтому мне приходится скакать. Так что ж вы меня простите. Ну, здесь, в принципе, можно на попушках сидеть, также их бить. Они, в принципе, ну, нормальные. Или можно бить кабанов. Или можно бить... О, надо, кстати, к кабанам сходить. Я у кабанов не был сегодня. Надо кабанчиков сейчас взять после этого. СНЗ здесь нет. Прилетишь на Next? Я тебе потом перекину рейд после розыгрыша. Здесь чисто на изи на Next. Народу немного. Можно хантить? Нет. Леха. А ты когда хочешь? Сегодня хочешь выйти в эфир? Попозже.
Или нет? Выйдешь попозже в эфир? После розыгрыша? Или как? У тебя утонет он или нет? Давайте посмотрим. О, утонул. Или ты сегодня будешь отдыхать? Пока не планировал, не знаю, сколько буду видео монтировать с поездки. Ты какой-то там с поездки видосик монтируешь? Хочешь потом, наверное, на YouTube выложить? Приветульки. Всем добро пожаловать. И попозже будет у нас розыгрыш ножичка. Килман уже выиграл 5 пет. Кто-то выиграл 10 пет. Вот у нас розыгрыш был. 10 пет Кенетуфа выиграла, 5 пет Килман выиграл, Дэн Сильвер, спонсор ЮССР РК, 10 пет Нусул, Дональд выиграл, Дональд победил, Дональд Будру Вильсон победил. 1 октября ножичек у нас розыгрыш идет. По Нусулу никто не писал пока. Ну, я не знаю, это Дональд. Мы потом у него спросим, если он придет в онлайн. Я у него спрошу. Если ему не нужен пет, сделаем перерозыгрыш пета. Ну зачем человек участвует в розыгрыше и потом в конце говорит, мне это не надо. Ну, зачем тогда ты... Я даже себя выкидываю из розыгрыша, потому что я разыгрываю, я не должен участвовать в розыгрыше. Прикинь, разыгрывает, допустим, 1 000 000 рублей, и сам организатор в розыгрыше участвует. Ну, это смешно. Блядь, столько хлама, конечно, с них сыпется, это просто пипец. Yellow Папу. Они что-то так кричат, слушай, на меня вообще, обезьянки. Блин, я такой видос смотрел. Павиан нападает на гепарда. Даже на львов может нападать павиан. Вообще бесстрашный такой бибизян, вообще дичь. Люблю павианов, такие мощные. Ну, у них такая пасть длинная, блин, клыки такие у павиана мощные. Если там куснет, мама, не горюй. Павианчики нравятся, мне такие дикие, блин, такие обезьянки безбашенные. У меня аж в городе был этот обезьяний питомник. Я туда ходил на павианов, смотрел, такие шикарные, там они там своя семья, такой здоровый павиан сидит. Голова. Один раз во время войны, короче, прикинь, обезьяны сбежали с питомника. Они же жрать захотели, никто-то их не кормил. Они как-то там выбрались, потом их ловили по всему городу обезьян. Наверное, как-то стреляли, наверное, усыпляли их этим временно, чтобы они заснули. Сеточку их. Так что сегодня розыгрыш, не забывайте. А что такое теплый чай, я понять не могу. Настя, что это за сики мне прислали? Я не люблю такой чай пить, фу. Чай как можно пить или теплый? Или чай лучше пить холодным или горячим? Да по-любому скупают. Ты открой трей-чат. Сейчас я открою трей-чат. Так, а ну давай-ка проверим, чат вообще рабочий, нет?
вроде работает, смотрите. Просто сейчас, наверное, в воскресенье, наверное, все отдыхают. У меня вроде работает. А ну-ка, стой! Вроде Кали трейд я сделал. Вот, Кали трейд. Что, неужели чат умер на Калипсо? Они все на сирене сидят. Я сразу куплю 10 тысяч токенов по 0.1 пет. Я себе хочу плащик взять. Бля, как меня достали? Короче, не работает чат, не знаю. Давайте лучше посмотрим системно. Вы можете, блин, у себя включить, проверить, покричать. Да? Понятно. Все, закончилось, ребята. Так, сделали квест. Теперь надо мне пойти сделать Bigger Boar. Где находится Bigger Boar? Ребята, никто не знает. Я понимаю, что там надо туда идти, но я туда не хочу идти. Привет, привет, Дурима. Сейчас починимся, пойдем. Это PUBG, энтропия PUBG. Сейчас сперва пойдем кабанчиков потискаем чуть-чуть, потом дальше пойдем по более серьезным вещам. Вы же меня простите за мой нос. У меня делали операцию в детстве, у меня нету просто здесь хряща. Смотрите, я ничего не стесняюсь. Вот смотрите, смотрите внимательно. Только видите, здесь нету, пусто у меня здесь кожа, нету хряща. Мне удалили в детстве, даже никто мне не сказал, что у меня удалят хрящ. Поэтому у меня проблема с носом. Я операцию делал за 7 тысяч здесь, в городе. Когда в Москве мне сказали, надо 200 тысяч платить. Сделали быстро, амбулаторно, хрящик вытащили и все. Сказали, иди домой через 10 минут. И такой, как? Видите, 0,5 пека все лишь, ну, 50 пек стерли. Ой. 5 переломов носа, нифига ты что, боксер что ли? Или за каждое правдивое слово в нос? Нет. Я на бокс ходил 7 лет. Даже 8 лет ходил. На вольную борьбу ходил, на карате полгода походил. Но у меня вот в детстве что-то случилось. Мне кисту вытаскивали с носоглотки. И почему-то мне вот испортили хрящ. Просто его вытащили. У меня нету, в коже нету хряща. В носу. Здесь есть с этой стороны? Что-то есть. А с этой стороны пусто, просто кожа. Ну вот это, конечно, не нравится мне это. Я когда его обнаружил, я просто офигел. Я до этого как бы, ну, даже и не понимал, что у меня хряща нету. Все это время жил лет 25-30, потом понял, что, блядь, хряща что-то нету, офигел. Так, нам обезьянки стерли 0,5 пет всего лишь. Посмотрим, сколько у нас сотрет, допустим... Рина! Сколько пет сотрет у нас кабан? На Кали кто-нибудь чекает, вен торговцев, много там еще итемов. Давайте скинемся, возьмем плащик вдвоем-втроем, потом будем просить, будем отдавать друг другу, только чтобы никому не продавать. Можно какой-нибудь этот было плащик взять, по 0,5 пет скупить, 10 тысяч токенов.
Так, мы взяли сейчас что? 200 монбор. Вот что единственное плохо, я не могу вытаскивать делик и перетаскивать его. Я могу только перетаскивать целиком. Вот это обидно. А я не могу вытащить его отдельным, как говорится, листом. Оверлей. Хватает. А для чего тебе СНЗ итемы? Ты что, хочешь что-то купить? Нет, я говорю, я мог бы взять в кредит 30-50 тысяч рублей. Что это? А что это? Остро? Не острое, а просто какой-то специфический вкус. А что это такое? Помидоры с чем? Нет, хочу понять, нужны ли еще токены будут людям. Если покупают даже за 0,5, перекупом всегда что-то нужно, чтобы продать. Не, можно было купить. Ну, за 17 500 это, короче, около 2000 долларов. 17 500. Я хотел, короче, взять МК2 Just Twin Edition. Меня отговорили. Сказали, Авалонец, не бери. Во-первых, разочаруешься. Во-вторых, нужно еще столько же, чтобы крутить. И, короче, не трать бабки. Не стоит это того. Ну, полно хлама, конечно. Там много всего. Поэтому там в основном не будут покупать хлам. Хлам особо, поэтому особо никому не нужен. Ну, там кольца хорошие, может быть. Лазерные указки, может быть, хорошие. Все, что дает скиллы, все, наверное, хорошие. Потому что скиллы, потому что можно продать. Их можно быстро набрать, быстро продать, опять быстро набрать, опять продать. Туда-сюда, обратно, тебе и мне приятно. Этому ребятам, я не знаю. Честно скажу, не знаю. Я пока немножко разочарован. Разочарован в том, что я не знаю, что мне делать. Куда идти. Искать какого-то моба, где есть рарка, а как я узнаю, что в нем есть рарка? Кто мне скажет? Мне никто не скажет, правильно? Ну, можно, конечно, найти на Вики и есть посмотреть там редкая вещь, рарная и очень редкая вещь. Ну, по минимальному ХП, по возрастанию. Взять Арматрикс и с ним бегать, потому что за дейли токены пушки не очень хорошие. Я вот думаю, может быть, правда, за дейли токены все-таки копить себе на плащ какой-нибудь там на бег прикольный. Или это не стоит того? Лучше все-таки брать какие-нибудь там на скиллы, уже потратить эти дейли токены. Потому что дейли пушки они не очень хорошие. Ну там есть 60 эффективности, но Арматрикс все равно лучше. Так что Панельон, это я насчет Престина, это, ну, это понятно, но это как бы одна из множества. Опять-таки, но она не такая суперская в плане там дороговизны, может быть, она может быть падает чаще, чем хотелось бы. Может быть, это и хорошо, но что-нибудь поинтереснее, да, типа брони Титана. Но пойди убей Молоха, блин, тебя съест. Это нужно броня Ангел, как минимум, что-нибудь такое. Так и цена разная на дейли пушки, на Арматриксы. Да, Арматриксы там, они в принципе не такие суперские дорогие, потому что люди хотят, чтобы их покупали. Поэтому они, если их никто не покупает, первый раз, второй раз, они будут снижать цену. Понятно, что там эффективность 63, там и можно догнать до 70 около, не знаю. Но опять-таки, Арматрикс это что? Лазер, по-моему, да? БЛП Арматриксов не бывает, я не знаю. Ребята, подскажите, пожалуйста, БЛП не бывает Арматриксов? Они все лазерные? Или бывает БЛП Арматриксы? Если бывает БЛП Арматрикс, это круто, а если не бывает, то это хреново. Получается, чем компенсировать усилитель лазерный? Все бывает? Это интересно, это интересно. Это интересно.
Это мне уже больше нравится. Если бывает, это хорошо. Просто как-то $50 или $100 отдавать. Ну, хотя, в принципе, это может быть и не такая большая сумма, если так разобраться. Вообще, если взять А106, то он хватит вам надолго. Он хватит вам на все время игры, А106. Он кусается цена, но она хватит вам абсолютно надолго. Можно, конечно, перебиваться лимитными, всякими там недорогими ампами. Но там вы будете переплачивать, конечно, маркапчик, это понятное дело. Или вы будете просто тратиться каждый раз на то, что будет быстро стираться. Пазм Янки жахнул. Вариаций множество, мыслей множество. А чтобы их упорядочить, я вот завидую, да, тем, кто он уже знает, что он делает. Ему ничего не надо, вот у него есть какая-то цель определенная. Мне нужен там 90-й лутер и пушка там 80 уровня, и дайте мне моба любого, как бы и я все сделаю как надо там, и все, ничего нет. Просто, ну опять-таки, все упирается в бабки и время. Время можно компенсировать деньгами, да, если у вас много денег в кошельке, вы можете купить скиллы, залить, и вам не нужно тратить время. Вот я не знаю, у меня нет столько денег, чтобы их выливать сюда. У меня квартира съемная, сами знаете, да. Я не могу даже квартиру детям купить. Я лучше пойти, конечно, бы $50 тысяч или там 25 я купил бы квартиру, чтобы не 15 тысяч не платить каждый месяц. Дома лучше в ипотеку брать тоже как-то не очень интересно. Кабала на всю жизнь и переплачивать там еще квартиру. Это такое себе удовольствие. Если нет как бы стабильного заработка. А стримить сутками энтропию, ну, люди меня посмотрят день-два и потом начнут блевать просто, и никто не придет. И люди захотят какого-то нового контента, какого-то нового движения. А слушать одно и то же от одного человека, они скажут, ну, задолбал уже со своими бредятинами. Дайте нам что-нибудь поинтереснее посмотреть. Им нужно людям хлеба и зрелищ подавать, понимаешь? Им нужно контент. Бункер, он своеобразный, но у него, видишь, возможно, наверное, есть донатить деньги. Наверное, он работает целый день, может, потом приходит вечерком, стримит, 3-4 часика кайфует. Закинул 50-100 баксов, порадовал зрителей, там разыграл $50, и у него там 90 человек на стриме. И плюс еще Twitch, может быть, денежку платит, потому что там у него, может быть, реклама какая-то идет, хотя, может, не идет реклама, хер его. Так, давайте посмотрим, там никто не стримит из наших. А то вдруг Серк пойдет, или кто-нибудь из наших, опа, и мы перекинем. Пока никого нету. Даже этого нету, викинга. Сейчас кабанчиков добьем, дальше пойдем. Я вот не знаю, куда идти дальше. Обезьянок других бить Грей. А вот бигеры папу, кто такие бигеры папу, я не знаю. Я бил вчера 10-го кабана, он мне не засчитал. Я обиделся и ушел опять светить. От арматрикса даже мечи и ножи. Ну да, ножи, конечно, специфическая тема, она интересная. Люблю я холодное оружие, оно такое необычное, я имею в виду в игре. Но чисто ради хэпа подкачать. Почитай, сколько ты переплатишь, пользуясь неэффективными пушками, хотя бы для начала, чтобы прокачаться до 100-го левела оружия. Я уже про лутер не говорю, вот поэтому пушки с эффективностью и стоят таких конских денег. Ну, то есть эффективность тебе позволяет не так просто сильно минусить в виде этого. Но если ты можешь каждый месяц или каждую неделю определенную сумму через кого-то там по чуть-чуть донатить аккуратно, компенсируя минуса, то это не страшно. А если, конечно, у человека такой возможности нету, или он специфично не хочет деньги тратить, тогда да. Ну. Бигеры обиди, это от олдов. Бигербор. Потом покажешь мне, где находится бигерборд. Я потому что не знаю. Я знаю там, где они респятся. Но я хочу узнать, где они еще есть, помимо других. Потому что я могу смайлер бор и медиум бор 3-4 уровень
Я могу их бить в другом месте. А где находятся Bigger Boar? Пятые кабаны есть такие? Где? Я не хочу туда идти. Ну, понятное дело, если ты каждый день по 5-6 часов будешь стрелять, то ты потихоньку эти затраты ты, может быть, и окупишь, но опять-таки это нужно оборот иметь хороший. Чтобы, ладно, там ты прокрутил, надо же еще, наверное, вот Чантра, походу, крутит и крутит эти бабки. Тоже крутой крафтер. Нужно еще оборот. Но вы вроде они смешаны везде. Нет, я понимаю, пускай они будут смешаны. Не страшно, мне 5 замочить хотя бы. Мне просто бы понять, где эти 5-го уровня бигеры, где они лазят. 4 не считаются, 4 это медиумы. Вот где 5 обитает, я не знаю. С другой стороны, если у тебя есть 150-200 тысяч, и ты можешь их крутить не на ханте или майне больше, чем... Так, с другой стороны, если у тебя есть 150-200 тысяч, не на ханте, ну на майне, да, ты теряешь на неэффективные пушки. Ну да, майнеров не так много, они злятся, что им там ничего хорошего не делают, все завязано на охоте, типа туда-сюда. Но есть такой вариант, да, переходить потихоньку на майн, копить деньги, а когда вы уже почувствуете, что вы уже стоите на ногах крепко, потом опять можете уйти в хан. Здесь это можно делать, как вам нравится, как вам угодно. Лишь бы это вам нравилось и вас это все устраивало. Говорить можно много, а вот действовать кто будет? Ну, Сайнзе, видишь, он молодец, он хочет добиться того результата, который он потерял на прошлом персонаже. И который тоже хочет вернуться на круги своя. Но если ты написал, что удалите персонажа старого, я заведу нового, и ты завел нового персонажа, не дождавшись, пока удалят старого, но это уже не твоя ответственность. Ты написал, ты их предупредил, что ты того удаляешь, который там нарушил типа правила. А что они будут удалять? Они могли просто скиллы тебе и вещи перекинуть на тебя, а того прямо удалить. Могли просто сказать, типа, так делать нельзя, больше не делай. Если еще раз будешь уличен, сделаем тебе перманентный бан навсегда и все. Надо делать сперва строгое предупреждение, как говорится, выговор. Ну, на неделю забанить, чтобы человек немножко остыл, подумал, что он сделал плохого. А потом его обратно пустят со строгим предупреждением. Еще раз поймаем, все. Второй раз ты там уже не сможешь под этими паспортными данными типа зарегистрироваться. Все, там уже на жену регистрируй и играй. Или на бабушку, там, на дедушку, на брата, на сестру. Вот так. Тогда было время такое, начало, они злые, блин. Тут дело надо быть, блядь, опять. Причем здесь энтропия, игровой мир, который здесь ты играешь, ты тратишь время, энергию свою вкладываешь сюда. Понятно же, что все взаимосвязано, все это влияет на тех, кто даже не знаком с этим, как говорится, реальным миром, но больше времени проводит в виртуальном мире. И тебе раз такой перекрывают тебе кислород, ты такой не понял, а я при чем? А я что там подписывался под эту тему? Нет, я вообще не при делах. Я хочу здесь заниматься, занимайтесь там своими делами. У каждого должно быть, как говорится, свой путь. Нельзя, возьму тебе кислород перекрыли. Конечно, ты хочешь найти выход из этой ситуации. Но странно тоже, блин. У меня тоже вот такой брат есть родной, старше меня. Если бы я попросил выслать паспортные данные, он, наверное, блин, там, наверное, быстрее бы повесился бы, наверное, да, чем эти паспортные данные бы выслал бы свои. Ну, такие вот люди бывают. Если тебя родной человек попросил дать, ну дай, ё-моё, что там, проблема, что ли? Тем более все официально. Несколько там десятков лет существует, что бояться-то? Ты же там никакой там конторе однодневки там даешь данные. Просто на карте основной не держи средства свои, все. Мошенников много, и все хотят на халяву баблуски получить.
Да, это какое-то время паршивое, я не знаю. Все то же самое, походу, происходит, то, что было в детстве. Я думал, что в детстве такое, жизнь какая-то такая, как сказка. Когда папа, мама рядом, ты не знаешь, где взять, что покушать, что попить, во что одеться. Как бы чувствуешь себя в безопасности. А когда над твоей головой летают самолеты и бомбы кидают, у тебя сразу Вторая мировая война, которые фильмы смотришь, в реальности происходит на твоих глазах. У тебя сразу очки розовые снимаются. И все, мир у тебя переворачивается с ног на голову. Думаешь, а что проблема? Почему люди такие злые, блядь? Что они творят? Что происходит? Что в мире, блядь, спокойно, сука, не живется, а? То им надо постоянно, блядь, что-то выдумывать. Вот, и это меня дико возмущало. Потом я когда уже понял, откуда ноги растут, тогда уже и удивление пропало. Блин, такая погода шикарная, идти гулять, на велике кататься, там на самокате, на электронном куда-нибудь поездить, блин. Не, сидишь, блядь, и тыр-тыр-пир-пир-тыр-пир. Мне надо сегодня обязательно пойти прогуляться, воздух хороший. Не могу целый день тоже сидеть. Хотя бы немного надо выйти, блядь, косточки поразмять. А то тяжеловато сидеть. О. Так, не забывайте, сегодня у меня розыгрыш будет, так что в конце стрима разыграем еще и ножик. Я на Next Island нахожусь. Потом договоримся, там где-нибудь пересечемся, я вам отдам. Потом что-нибудь, может, еще раз будем разыгрывать. Я не знаю, как бы у меня как бы такой практики нет, это просто так чисто проверить. Мелочь, конечно, но, как говорят, мелочь, но приятно, да? Я ж тоже там с каких-то стримеров там периодически получаю плюшки. Но если Twitch им платит деньги, конечно, они могут компенсировать свои затраты этим, что они там отдают за 1, 2, 3, 5, 10 долларов. Так что приходите, не жалейте, потихонечку. Если половина команды упадет, я буду переигрывать. Или как вы хотите? Ну, сами проголосуем. Если половина упадет по игровому процессу, ну, значит, что ж поделать. У нас, в принципе, не так много будет. Но чем нас меньше, тем больше шанс, правильно, что-нибудь выиграть. А когда 90 человек играют, это дичь полная. Кабанчики как-то повеселее идут. Я понимаю, что это очень неинтересно и скучно. Такую мелочь бить каждый день, блядь, уже реально как свит становится, зараза. Одно и то же, эту мелочевку бить. Даже твин токены вообще уже не обращаешь на эту твин токен внимания. Там 10 тысяч хотя бы на какой-нибудь минимальный накопить бы, блин, плащик. Пускай будет чисто, чтобы на память какую-то фигню оставить, а не этот маску. Хоть минимальная хотя бы скиллы бы давала бы уже. А если еще и будет броня, допустим, да, нексовская, понятно, что она там тоже стираться будет быстро. Она не супер топовая, но тоже скиллы дает неплохо, так, прирост. Мелочь, но приятно. Да.
Так, там пускай он светит, стоит. Я свечу только лишь ради билетов, которые я вчера продал колбасе. Я все, что было, все в игре ему отдал. А так они у меня валялись, просто лежат мертвым грузом. Да я думаю, а что, вот человек хочет, пускай забирает, надо, пускай заберет. Я готов был немножко дешевле дать. Как захотел, так купил, без проблем. Так что, ребята, если деньги нужны в игре без боксов, это можно сделать, это не проблема, это не опасно. Потому что, когда человек честно играет, и он одним аккаунтом играет, кстати, на карту он вам дает деньги в игре. Просто вы ему вот такой хлам просто передаете, вот такой вот, в обмен. Не нужно, да, там. И все, и как будто он просто у вас выкупил хлам за шрапнель или за педы. Главное просто не попасться на того, кто имеет винков, и все. Да, на острове там 500 бутылок дается, по-моему, серебряный, если не ошибаюсь. 1000 бутылок свита золотой, билетик один. Даже, допустим, если ты светишь по 2-3 бутылки, он считает как за одну бутылочку. Там надо, не знаю, 2-3 часа стоять геморройно, и там, когда два человека стоит или 3, ты улетаешь по откату быстро. Там нужно хотя бы, чтобы человека 4-5 светило в круге, тогда нормально можно светить и брать билетики. Я уже их, не знаю, раза 2, наверное, 3 не знаю, но раза 2, наверное, точно продавал. По 3, по 5 штук не улетают, как горячие пирожки. Но это время ваше сильно отнимает, поэтому я не знаю, стоит овчинка выделки или нет. Да, маркап у них хороший. Требует он там на рыбалку определенные эти, но я что-то как-то... Когда уже заняться нечем, когда стрима, как говорится, нету никакого, приходится светить. Ну не просто так светить, а чисто хотя бы, чтобы билетики были, как компенсировать, так сказать. Да, ты теряешь 500 бутылки и 1000 бутылки ты теряешь, то получаешь билетик. Потом с этим билетиком можно в инсес пойти, пострелять каких-нибудь там гоботов. Я на форумах особо, может быть, это, конечно, и зря, не сижу там, информацию пока не копаю, надо, может быть, этим заняться. А может быть и не надо, я же не знаю, там, куда лезть, что читать, какая информация старая, какая новая, кто пишет правду, кто пишет неправду, кто пишет специально, чтобы ввести в заблуждение, кто не пишет, чтобы ввести в заблуждение. Это нужно опять форумы, как бы я форумы не очень люблю, если форумы там погрязнешь, там потом туда не вылезешь, этих форумов. А это все отнимает мое время. За кем-то следить, там, кто только выбил, сколько там залутал. Мне мое время дороже, чтобы за этим следить, за чужими, как говорится, жизнями, там, за чужими действиями. Может, это, конечно, и полезно в игре, следить за кем-то, чтобы понимать, ага, вот с этого моба, с этого падает, с этого моба, с этого падает. Да, вот такая вот статистика, то, что терпеть не могу, честно. Поэтому, наверное, я нахожусь в заднице. Может быть, зря. Поставил на свит, открыл сайтик, и потихоньку, пока он там сидит 5-10 минут, берешь, короче, и информацию смотришь. Если эту информацию ты уже знаешь, просто пропускаешь, идешь дальше. Ну, опять, для чего тебе она нужна? Все-таки, конечно, лучше переходить, наверное, в майн и копить там определенную сумму, потом уже уходить опять в хант. Допустим, дошел ты до 30-го, 40-го лазера, ну, до 50-го лазера дошел, да, и в майн ушел на копки. А когда уже там действительно ты чувствуешь, что майн у тебя получается, ты там уже играешь потихоньку в плюс, у тебя от майна начинает реально уже поташнивать, ты уже не можешь высиживать там несколько часов, чтобы отбросить хотя бы 1000 бросков в день. Да, я не знаю. Переходи на хант опять. А делать каждый раз и то, и то, и то, это будет распыление скиллов. Вот у меня, я тоже скиллы распылил. Вот у меня 19-й Гарденер какой-то, инжиниринг 13-й, Винникл, Стругл инжиниринг 16-й. Когда я это успел брать? Лазер скоро 40-й будет. Плохо. Если бы я только бы стрелял, он был бы 50, наверное, был. А кого стрелять? Виксонов? Там надо все время десятых выцеливать. Мне это тяжело, глазки болят. Напрягается глазки, когда я стреляю только Виксонов. Я же не робот тоже, а это тоже же все-таки мышцы, они напрягается, зрение, глаза. Так, все вроде сделали, да, отлично, побежали.
А что, руки никому не нужны, да, попу? Ну вот видите, людей мало или не знаю, что происходит. Некоторые есть люди, оказывается, вообще никогда не вылетают из Калипса. Прикиньте, такие люди, им не интересны другие планеты. Им хватает мобов и действия на Калипсо. 1000 бросков с 13 мампом, да не, на обычную F105 без всяких силков для кача. Ну или вот можно с этим, которая дешевая, так сказать, как сказать, она роковская была. Есть вот такая еще недорогая, пятипедовая, но она жадная на денежку. Но неплохая, медленно зараза стирается. Так, все, чипыки взяли, отлично. Поехали дальше. Вроде вес у нас есть. Так, что у нас по повесточке дня? Биггер, Мали, Скретчер, Медиум, Скретчер. Так. Малер Папу, Биггер Папу. Окей. Ребятульки, не забывайте, на ютубе переходите на Twitch, кто хочет участвовать в розыгрыше сегодня, ребята, с ВК Play. И на ютубе есть ссылочка на Twitch. Перейдите, пожалуйста, подпишитесь и будете участвовать в розыгрыше. Периодически, может, такая практика будет. Если кому интересно, кому не лень, можете перейти на Twitch отдельным окном, это не мешает. Пока ВК Play Live по основной канал, но там у меня подписчиков всего лишь 20 с чем-то человек, это особо роли, к сожалению, пока не играет. ВК Play Live там для тех стримеров, кто сидит с утра до вечера, кто живет стримом там каждый день. Стримят они все подряд, даже World of Warcraft они с нуля стримят, классику я видел, я в шоке. И, короче, все, что там есть и в игровом, они там сидят и сутками чуть ли не там лупасят. У них там подписчиков от 1000 и больше, поэтому их там смотрит 50, 60, 70, 80, 30 человек. Вот они этими живут, как говорится. Так, посмотрим, сколько нам стерли кабаны. Что? Они вообще нам ничего не стерли. Кабанчики вообще шикарные, но они очень медленные, их не очень удобно хантить. В этом плане обезьянки повеселее, если вы токены хотите хантить. Так что не болейте, переходите, участвуйте в розыгрыше. Для Твича, повторяю, кто будет на Твиче, будет розыгрыш. Нажимаете восклицательный знак, по-английски play, и вы становитесь участником розыгрыша. Если билеты вы покупаете за баллы, пишите мне тоже. Я буду вас записывать за участие в розыгрыше, допустим, в следующем. И можно, в принципе, и без баллов, это так, чисто условности. А так, не, просто мне человек сказал, который очень долго играет. Он, ну, не долго играет, он 5 лет играет, может, не знаю. 5 лет это, конечно, уже срок. Что он сказал, майнер? Он сказал, что минимум 1000 бросков надо делать типа в день на майне, чтобы ты мог увидеть типа там среднюю отдачу. Ну, это может быть у него такая статистика, я не знаю. У вас она может быть иная, потому что каждый качается. Может быть, он 5 часов в игре сидит каждый день, вы час сидите в игре каждый день. Кто-то сидит у всех разное все. И никто не может свою статистику подогнать под другую. Вот в этом и тоже великолепие. Мама! У вас до хера здесь оказалось. Слушай, а здесь, походу, грейпапу толстые для ТТ-шного пистолета, я вам скажу. Ладно, нам спешить некуда. Третьих-то можно еще полупасить.
Что это упало интересненькое? Понятно. Давай, до свидания. А это что? Давай, до свидания. А что он пишет? You have left. Типа, типа нельзя уходить за круг, что ли? Я понять не могу. Килман? Не-не-не, не Килман. А кто педы продает? Интересно, а сколько у него хп у этого Грей Попушника? Блин, он толстый гад. Толстопузик такой, нехилый. О, вот это маркап неплохой, слушай, у этих. Это, конечно, полная Г. Так что сегодня, ребятулечки, будет у нас розыгрыш. Повторяю, переходите, пожалуйста, с Твича. Ой, блядь, с Ютуба на Твич и с ВК Play, если вы хотите получить вот такой ножичек. Новый. Для себя любимого. Понятно, что он лимитный, но что поделать. Я пока не дрался, чтобы разыгрывать лимитные вещи. Если, допустим, я жил бы донатами, да, ну как, если так, действительно, я жил бы донатами, реально, мне приходило на Юмани, я донатил бы кому-нибудь из вас в карман, вы мне бы передавали, я бы делал бы контент, крутил бы, все было нормально. Но, к сожалению, реальность такова. Подожди, сука, у Хиллиса, посмотри-ка. Вау. Что за скилл-буст? 6 минут. Блять, они меня здесь всю броню сотрут, гады. Такая рожа. Графика, конечно, убогая. 107. Так. Если, конечно, их ножом рубать. Не хочу спешить, чисто так на изи, чуть-чуть постримим. Потом, если СНЗ захочет, я ему перекину, да? СНЗ-то на связи, да, если что. Потом, ну, как... Я когда буду завершать, разыграю, потом я на тебя перекину тогда. Или кто придет, может колбаса придет еще раз, или Серк придет. Или кто-нибудь придет стримить, или Килман придет. Может кто-нибудь захочет тоже постримить 1 октября. Здесь тоже можно найти маркап, правда, не такой суперский, но он и присутствует, правда, но понятно, да, что нам, видите, приходится искать более такие пути, где надо экономить. И поэтому мы пытаемся выжать как бы из игры максимум возможного, что вообще можно было бы выжать. В плане мелочи, так сказать, мелкоты-то и нубской. Но у меня нету ни Твен пушки, ни анлимной пушки никакой нету, кроме Букина там и Барбареллы. Приходится довольствоваться тем, что имеешь. Я Букина особо не качал, стрелял я им, но потом после аджаста-то, лучше бы, наверное, не аджастил бы я.
Так, что у нас там? Так, Смайлер Папу и Биггер Папу. Ну, если что, ты потом начнешь, если стримить, я потом тебя перекину. Попозже. Ты хочешь сегодня выйти тоже в эфир? Или ты со вчерашнего устал? Или как? Силы у тебя есть? Или нет сил? Или сегодня ты отдыхаешь на изи? Так что, ребятульки, переходите с VK Play Live и с YouTube на Twitch, если вы хотите участвовать в розыгрыше. Если вам не нужно, то это да, это уже ваше личное дело. Тогда просто вы будете смотреть, как будут на Твиче разыгран приз. Я просто уже повторяю несколько раз, чтобы потом не было обид. Ну, сколько надо лет, если надо их стрелять, допустим, тех же Виксонов, да, чтобы перейти на иной уровень, хотя бы, чтобы перейти на мобов до 500 хп. А надо 10 тысяч пет иметь. Я не знаю. 3 года, 2 года с утра до вечера бить мелких, прокачиваться. Конечно, хорошо, когда есть на мышке у тебя программа. Но видите, один человек почему-то боится этих всяких программ и говорит, у меня один персонаж, я не хочу им рисковать. И я говорю, что делаю сам пальчиками, офигеть. Вся его жизнь сидеть, смотреть фильмы и нажимать на буковку F. Не, ну надо тоже двигаться, тоже так сидеть тяжеловато. Так, сейчас подойду. В принципе, можно-то особо-то здесь камера и не нужна в энтропии. Просто у меня микрофона нормального не было. А тут более-менее нормальный микрофон в этом камере Logitech. Можно, в принципе, выключать камеру, а звук все равно остается, я думаю. В основном стримеры с камерой стримят те, которые там уже имеют там дохренища подписчиков, там более 1000. Я понимаю, там на девочку приятную пялится, да? Такими титяндрами, блядь, сидят и стримят. Короче, один розыгрыш видел чувачка одного. Парень, загримированный под девочку, с наложенными, короче, грудями сидит, челик. И он разыгрывает иностранцев. Он такое лицо, как будто она девочка. Такой, короче, голос у него под женской косит. Они там фотографировать начинают, она такая сидит, а потом вот таким голосом, ну что, привет, они такие, блядь, все в шоке, думают, начинают плеваться, ой, такая ржака, блин, мужики-то думают, что типа там симпатичная девочка сидит, хотят познакомиться, а тут мужской голос, блин, офигеть. Так, что-то синее такое редкое падает, 116.
маловато. А вот эта, которая вам падает маркапная, но очень редкая, тоже пускай она на кубы летит и все. А, ты хочешь все-таки видео, ты видео монтируешь, я понял. А ты хочешь сегодня какое-то видео залить на YouTube, что ли, или ты хочешь потом, если ты типа зальешь свои дела, типа сделаешь, и потом скажешь, типа, я готов, и потом передача пойдет после этого, я понял, окей. Oh yeah. Благодарю за подписочку, Крипт. Hello, добро пожаловать. Кто в игре сегодня будет, кто играет в энтропию, сегодня будет разыгрываться ножичек у нас, как я и обещал, я никого не обманываю. У нас уже был прошлый стрим, там просто делали такой экспериментаторский розыгрыш. Это в конце стрима, там недолго будет. Запишу ник, кто победит, и все. Так, Starting Wave. Здесь видите, какие дейлики интересные. Daily Mission. One Water волна, да? Wave волна. Two Wave, Free. О. Сейчас на меня скопом на походу нападут. Я уже рассказывал вам, да, историю, я где-то слышал, в комментариях читал. Я иногда посматривал стримы иностранные, старые. Именно смотрел я не видосы, потому что там видос, там ничего интересного нет. Именно смотрел я стримы онлайн-трансляции разных старых стримеров по энтропии. Именно чаты читал, переводил на русский, смотрел, что они там пишут. Там такая тоже, еще раз повторюсь, ситуация была, да. Чуть ли там полубер какой-то, хорошо стрелял мобов, вышел типа в плюс, радостный типа на Мейхеме. И типа думал, типа у него пошла волна успеха, и взял 30 тысяч долларов, то ли пет или долларов, я не знаю. Слил, улетел в минус, отожрало у него все. Обиделся, короче, ушел из игры. Ну, может, на время. А бывает, допустим, кто-то так делает. Приходит в игру, донатит по чуть-чуть, тратит определенную сумму денег, так, по-моему, дрон, да, делал. Немножко постреляет, потратится, допустим, если он все сольет, и опять уходит там на месяца 2, 3, 4, перерыв делает, в реальности там заработает денежку, и приходит, опять какую-то часть задонатит, немножко постреляет, опять если заминусит, ну вот так вот, ну я не знаю, правильно это или неправильно, ну видите, каждый по-разному играет. Одни так делали, другие так делали. Это вообще один лут упал и все, посмотри. Все, вот обсидиан вообще один раз только выпал. Что происходит? Еще со старого 700% кто-то купил. Это совсем бред. Одно сердечко упало. Но если вы каждый день здесь играете целую неделю, и вы каждый день с утра до вечера хантите, у вас копятся такие вещи, потом вы делаете варп бесплатный здесь в 17 или 18:30 по МСК. Вот здесь есть вот варпы. Там Big Industries. Вот варп Джон, это Джон Блэк, 55, 10 перелетов. А вот варп во вторник какой-то есть, Кали Грей. А есть варп Гози Биг без оплаты.
Пишите, скажете, хочу варпануться в воскресенье вечером с Некста. И он вас повезет или на Аркадию, или на Сирену, или на Калипсо потом. И вы где захотите, там и высадитесь. Очень удобно. И не бояться там, что вас собьют. Если, конечно, кто-то там с ума сойдет и захочет сбить большой корабль. Пираты, если объединятся, там, не знаю, втроем, четвером, пятером, хрен его знает, что там может твориться. Для всех бесплатно, если ты летишь с Некста. Но, по-моему, на Тулан не залетает. Я так знаю. Или на Рактропию. Вроде, по-моему, у них маршрут идет, если не ошибаюсь. С Некста на Аркадию, с Аркадию на Сирену и на Кали. А в понедельник, вроде я слышал, надо, блядь, вот я не могу эту найти девочку, я не помню кто. Мне говорили, то ли Мар на букву М. Она так ездила. Ария или Мар, где Мар? Юлия, вот Марфа. 3 дня ее не было. То ли Марфа. Кто-то, короче, они вот так вот делают. Они целую неделю сидят на Нексте, бьют какую-то мелочь. А потом лут просто, который там нужен, везут туда. Но я не знаю, разве может продаваться то, что нужно на Нексте, на Кали? Зачем на Кали продавать какие-то кристаллы, которые нужны здесь для крафта? Именно на Нексте. Знаете, что они там могут возить? Трава? Нанокубы? Хрен его знает. Что-то они возят. Я, честно, ни разу не пользовался варп именно бесплатно. На Монрии вроде раз в неделю, там, по-моему, может быть, если я не ошибаюсь, по всем планетам, может быть, варп, кто на Монре родился. Хрен его знает, не могу сказать. Что-то Монре я этого не знаю. Может быть, они на Рактропе тебя повезут и на Тулан, и на Некст. Там я не знаю, там надо узнавать уже на сайте написано. Шестеренки срока продаются тоже в кубы и на Кали. Но если только так. Ну, я видел, кубы там очень много стояли один раз на Калипсо. Сколько там стояло? 10,2, что ли? Это вообще копейки. 10,2. Главное, стоит 10,2, а я выставляю кубы на Калипсо 100 пет, 102, и у меня забирают тут же. Я так подумал, а если купить сразу огромную пачку по 100,2, разделить ее по 100 пет и выставлять на аук по 102, будет профит или нет? Хрен его знает. Может, так тоже делают. Я так не делал, я просто думал, что так можно делать. Но не факт, что у тебя потом это все купят. Просто кому-то не нужно 10 тысяч покупать пет. Ему нужно там прокрутить буквально там 50-100 кликов на лимитном чертеже твоих нанокубов, и все. Ему нужно быстро купить, и он смотрит там, вот, 102, 100, как раз то, что мне нужно, там 100, 150 пет, все. Мне не нужно там по 3, по 5 тысяч пет кубы эти. Пускай даже они будут они по 100, и там и 3, или по 100, и 4. Он по 101, по 102 забираю сразу. Daily Mission, Oktoberfest, everybody! Melody YouTube. Если это настоящая фотография Луны, ребята, походу, да. О, офигеть, это настоящая фотография Луны, сука. Прикинь, реально, нет? Можно проверить, походу. Ну, очень похоже, да? Офигеть. Классно. Не забывай, что ты выставляешь на аук, ты платишь комиссию 0,5, да. Ну 0,5 и 0,2 это 0,7, а ты за 102 продаешь. Из-за того, что ты выставил на 105 пачку, ты ушел в минус. Даже если я продаю по 102, все равно буду в минусе.
Так. Нет, если я куплю по 102, а выставлю по 102, то есть я купил 102, 100.2, 100,2, а выставил по 102%. При том, что я еще заплатил маркап, я не знаю, сколько там, 50, 0,5 пед или 0,5 пед. Все равно в минусе буду. Хрен его знает. Надо проверять. И в итоге... А почему я буду в плюсе? Если это 0,5 пет же у меня улетает за ставку аукциона, там 0,55. Получается почти... Хрен его знает, надо смотреть. В общем, смотри, на науке показывает. Ну, это понятно, да, там баяу, там выкуп процентный. Не, можно ставить 101 и 102. 7 дней. А он не хочет ждать 7 дней, чтобы 101 ставку сделать. Он сразу покупает 102 и забирает лут себе. Он экономит время, а он не хочет ждать 7 дней. Приветульки, Кенетуфа! Когда будешь на Нексте, напишешь в личку мне, Авалонис найдешь, я тебе отдам 10 пет. Они вот лежат, ждут. У меня какая цель в игре? Стримить. Цели в игре нет у меня пока. Я пока себе цели не нащупал. Видишь, при которой, как у тебя сразу, когда ты пишешь какой-то подвох, сразу Nightbot включается. У меня цель в игре Месси догнать. Я шучу, какой Месси, блядь. Месси там, вон там Месси, как до Луны пешком, вот так вот, когда идешь. Нет никакой цели игры, просто играю, наслаждаюсь процессом. Если бы у меня было бы, дедушка был бы у меня Абрамович, то я мог бы и догнать Месси. Я просто купил бы все скиллы, то, что есть, влил бы в себя. Купил бы и пошел сразу кликера. А нахрен надо, блядь, беготней заниматься, с кем там соревноваться. Я же не играю в соревнования. Просто изучаю мир, изучаю планеты. Понимаю, что на этой планете, допустим, делать нечего. Надо переходить на другую планету, там пожить, допустим, месяц, 2, 3, 4, 5. Пожить, посмотреть на этой планете, как там происходят дела. И что-то интересное можно найти, нельзя. Но если ничего интересного нету, опять на другую планету перелетел, там посмотрел, потискал разных мобов, посмотрел, что там, ну вот видишь, да. Но ты же в Lineage тоже играешь, тебе тоже Lineage нравится, хотя это тоже устаревшая тема. Кто-то в World of Warcraft до сих пор играет классику. Я же ничего не говорю. Цель просто, что стрелять, качаться. Наслаждаться процессом, общаться. Искать что-то новенькое, необычное. Смотреть, как другие богатеют, радоваться за них. Если у них получается, значит у нас когда-нибудь уже что-то получится. А не получится, и хрен с ним. Главное никого не обманывать, вот и все. Показывать так, как оно есть в онлайн режиме. Реалити-шоу онлайн. Я предлагал, чтобы бабками заработать, уже толком и не игра. Но видишь, твоя цель бабки, бабки, бабки. Гоняйся за бабками, получается, да? Ну, вот видишь, тебе только... У тебя больше цели, ну, понятное дело, тебе надо кушать, одеваться, да понятно. Помогать близким, лекарства и всякое такое, это вынужденность, такая вынужденная мера. Кто-то этим только пытается выжить. А кто жирует уже, да, от жиру бесится, это называется фраеров жадность губит. Так, это мы сделали уже.
Так, теперь надо нам Биггер Папу. Слушай, а Грей Папу, это считается как Биггер, смотрите, или не считается как Биггер Гвардиан, смотри. Мы убили, Дейли Папу сделали. Я еще ипотека. 50 тысяч заработал, и ты еще хочешь в энтропию вернуться? Ну не смеши меня. Ты можешь там, получается, сидеть и зарабатывать, вообще про энтропию забыть. Сиди там лучше, не надо сюда лезть. Сиди там, у тебя в L2 лучше получается, серьезно. Ты здесь ничего не добьешься, лучше там сиди. Это просто потеряешь время зря. Если в L2 ты выводишь такие суммы, но причем мне здесь нравится, ты зарабатываешь, ты реальности помогаешь себе. Причем мне нравится, не надо, что, блядь, миллиардер, что ли, блядь, нравится. И у тебя получается, если зарабатывать в L2 50 косарей, респект, ёп, не нравится. Ну вот меня научи, и я уйду с энтропии, давай. Научишь меня, как 50 косарей делать, я себе ипотеку возьму и буду в L2, буду L2 стримить. Как там 50 косарей делать? Или если я покажу, то сразу там уже не сможешь, да, это делать? Кому-нибудь скажи в энтропии, что за 3 месяца 50 тысяч, ну тоже неплохой результат. 20 тысяч почти в месяц. Это отлично. Если в L2 можно делать 50 косарей за 3 месяца, респектулики. Это отлично. Здесь такого нету. Здесь бол сосем, видишь, блядь? Такой толстый и смачный. Если бы я здесь бы все под ноль бы вывел бы, я с первым бы голом остался бы и все. Делать больше нечего уже в игре. Не стрелять, ничего, светить, но это бред. И все. Ну, один тоже так играл, понял, что этого никогда не выиграешь, это казино, типа, да? Взял 10 твинков, короче, в игру чувак ввел, и все, и наслаждается. С 10 окнами, блин, там светит в одно рыло, как говорится, и зарабатывает. Блядь, если бы я зарабатывал бы в игре 20 тысяч в месяц почти, мне бы она реально бы нравилась бы такая игра. Чего нет? Но когда я с энтропией выводил, я 100к в плюсе был. Что такое 100к? 100 тысяч рублей. Ну, ты, смотрю, прошаренный типок. Вот и попался, ты видишь? От жадности тебя забанили. Поэтому нельзя наглеть, понимаешь? Самое опасное это наглеть. Когда ты начинаешь наглеть, все. Слушай, а почему точка не исчезает, если все исчезло, ребята? Челик, оказывается, прошаренный. Но ты молчишь, не делишься, просто за другими следишь. И наматываешь себе на ум. Видишь, хитрожопый. И попался. Но так же нельзя. А если бы ты с кем-нибудь делился информацией, может, тебя не забанили бы. Ну ничего, восстановишься, ты же молодой, сильный. Можешь начинать врать о своих заработках в играх. Ну да, я же в World of Warcraft 500 тысяч вывел на карту, просто я забыл сказать. Да где мне уж там грешному выводить деньги? Я их только пытаюсь как-нибудь завести сюда, блядь, а не вывести. Ну, Пикаторин, может быть, приукрашивает, да, Пикаторин, ты приукрашиваешь? Но я ж так же играть не буду, это была как работа, бабки легко не даются. Ну расскажи нам, как ты это хотя бы делал. Что ты делал, как работу, что ты делал? Майнил, крафтил, хантил, чем ты занимался? Поделись информацией со своими же, не с иностранцами. Так сказать, со своим контентом так. Тебе за это в карму зачтется. Ну почему не будешь наслаждаться? Тебе же нравится? Я же, видишь, я же ничего не скрываю, что я делаю. Видишь, я обезьянычу. Нет? Ну, это твое личное дело, монеты сюда нет. Если ты жадный, значит тебе и жадность также тебе вселенная ответит. Вот за это у тебя и забанили, поэтому я тебе не удивляюсь. Ты уже не обижайся. Понимаешь, жадность фраера сгубила, такая есть пословица. Поэтому я не наглею и все. Во-первых, я показываю, как я играю, и я не бегу там и не вывожу с фанпэй эти 400 баксов.
Мы тоже лет 10 назад в линейке деньги выводили. Была у нас пачка с тирами. Крат за Адену качали быстро людей, и потом выводили через сайт деньги. Ну так многие делали, и бустят, всякими занимаются, и ключи там всякие фармят. Но это да, это работа, это каторга. Это нелегкая, как говорится, тоже сидячий образ жизни. Но видишь, Пикатори, он молчит, он типа это мое и пошли нахер. А Лонис, кому ты веришь? Выводил он 100 тысяч бан за ввод валюты. Это чел, который 100 тысяч выводил, я под столом. Нет. Он имеет в виду, что у него были деньги на счету 10 тысяч пет. И это сколько в рублях? Это $1000. Ну, $1000 это 90 тысяч рублей. Может, он и выводил, я это не удивлюсь. А потом он захотел обратно ввести бабки. Если я буду рассказывать, как зарабатывать, то есть за конкурентов, этот способ будет не актуален. Дайте, я умоляю. Всегда найдется тот, кто не будет делать, как ты делаешь. Но потом это надоест, и все уйдут. Ну, подзаработают и уйдут дальше в поисках еще большего. Везде придется впахивать. Привет, пишут, все, начался срач. Ха! Да будет срач. Не, ну он человек, если у него ипотека, он будет, блядь, где бабки, сука, найти, никому не скажу, все мое, сука, дайте бабки. Не, ну так по-любому, если у тебя долги, и тебе нужно вливать, нужно срочно бабосики найти, блядь, где эти гребаные папу, еще четвертый найти, где-то они, походу, там. Так, летим сюда, прыгнем туда. Не бред, а вранье и попытка съехать, когда спалился. Не, ну если он зарабатывал, дай бог. Если он врет, это пускай на его совести будет. Если он смог выводить деньги, почему нет? Выводили люди деньги по 5000 пет, по 10 тысяч пет. Я думаю, это можно было выводить. И сейчас выводят. Зайдите на фанпей, посмотрите. Правда, нормальный челик не будет за 50 рублей пет продавать. Если бы я выводил бы по 80 рублей бы, минимум бы ставил бы 90 рублей. Как доллар стоит, столько и ставлю. А если вы видите меньше 60 рублей, но я стопудово это мошенничество какое-то, я не знаю. Это уже опасно на свой страх и риск. Ну, выводил, дай бог, нашел какой-то способ и потом спалился. Ну, хрен его знает. Кто-то, может, настучал, его проверили. То постоянно деньги куда-то исчезают из персонажа, а потом пытаются войти с других персонажей. Просмотрели всю статистику и забанили на проверку. Так, смотрим, сколько у нас обезьяны. О, надо ругаться. Как может, то так и зарабатывать. Я тоже, допустим, если нашел бы метод, где 50 тысяч можно было выводить из энтропии, ну хрен его знает. Лучше скажи, что ты за транспорт ты используешь. В смысле, где использую? Здесь? Ну, это дается на Next Island. Это дается, по-моему, на Кирене, если я не ошибаюсь. Квад, Слепнир все знают. А этот дается вроде на Аркадии. У него графики нету. А этот я купил, специально купил его на Калипсо, чтобы сделать квест. Ботовозом занимается в том же WoW и L2, например, в промышленных масштабах. И тоже они это делают не в минус или в спорных партийных интересах. Я вывел, потому что думал, русских в энтропии забанят, а деньги было жалко столько терять. Ну понятно, он весь свой бюджет, наверное, успел вывести. Ну, хотя подожди, а что ты боялся? Он думал, что забанят, и поэтому боялся потерять, понял. Он типа испугался, что типа забанят персонажа, и он деньги потеряет. И он быстренько весь свой бюджет, просто который у него там на то время был, он слил. Так, вот он. Ну, бывает такое. А потом, оказывается, просто их... Потом завел 505 и в бан улетел. Ну, я тоже завел, но меня никто в бан не кидал.
Я завел через русского, через проверенного. И все нормально. Я у мошенников, у иностранцев никаких не беру. Зачем мне это нужно? Так, где обезьяны были? Тут, по-моему, кабаны. Здесь должны быть. Ну, на фанпее, да. Но на фанпее есть честные и нечестные. Я просто знаю, кто честный есть один. И кто в игре есть один. Все. Согласно Юлии, даже в случае бана ма продает твое имущество по ТТ и возвращает тебе на карту. Но если карта заблокирована, допустим, если Swift не работает, она, наверное, замораживает до лучших времен, когда, наверное, откроется, тебе, наверное, дадут и бабки. Хрен его знает, как там решается, наверное, вопрос. Но РМТ не запрещен в игре. Ребята, РМТ в игре не запрещен. Если вы честно заработали бабки, но вам не дают официально вывести, это уже проблемы МА. Но если вы у мошенника взяли деньги, он заработал мошенническим трудом, и его спалили за это, вам бан. Ну а почему, допустим, у тебя бан? А ты скажешь, а я не знал, что он мошенник, да? И все. РД-то не запрещен, не запрещен. На свой страх и риск вы, говорит, заводите и выводите. О, отлично, все. Сделали мы, ребятулечки, квестик. Отлично. Сейчас пойдемте потискаем волну. Допаль приобрел и улетел. Давай пруфы, что разрешен. Запрещен? Сейчас я отойду на секунду, я вам сейчас все прочитаю. Только не спешите, пожалуйста, окей? Так, ну, запахи. Так, кошку проверьте, пожалуйста, туалет. Так, сейчас я подойду, секундочку. Вперед. А? Так, ребята, сейчас я буду вам читать, что РМТ не запрещен. Ну, как вы поймете, что это РМТ, да? Я вам сейчас просто почитаю, если я найду. Сейчас. Я не знаю, как это вам вывести в онлайн. Сейчас, подождите, пожалуйста. Только не ругайтесь. Ладно? Подождите, так, здесь нас никто не сможет, да, одолеть, потому что здесь стоит эта штука. Где эта штука, которая стреляет? Ага, вот она, все. Нет, любой вывод его только через ма. Нет, ибо они процесс этого имеют, я тебе умоляю. 1% или 0,1% они будут терять, они на это не обращают внимания, миллионы зарабатывают. Слушай, если у тебя миллионы приходят на карту, там у тебя 10 тысяч рублей теряется, ты на это просто тупо закрываешь глаза. Объясню. Я вам сейчас все прочитаю. Я вам сейчас все прочитаю. Ссылку тоже дам. Подождите, пожалуйста, окей? One second, please. Я захожу на энтропию. Там написано. Я понимаю. Везде снимают. Из фанпея снимают, там снимают. Сейчас я вам все почитаю, сейчас я вам все покажу, скину ссылку, вы сами переведете на русский язык. Дайте только мне время, пожалуйста. Не отвлекайте, пожалуйста. Официальное удаление, правила и политика. Окей. Пошли на правила. Сейчас, секундочку, пожалуйста. Только пока ничего не пишите, пожалуйста. А то я отвлекаюсь на чат, и потом я могу... Так. Так. Соглашение о предметах реального мира. Сейчас. Нет, вы что? Нет. Сейчас, секундочку. Сейчас.
Сейчас, секундочку. Смотрите, гарантия, ремонт и замена. Предмет реального мира продается вам как есть. Слушайте дальше. Миндарк приложит все усилия, чтобы предоставить вам как можно более точную информацию. Однако Миндарк не гарантирует, что описание предметов реального мира являются точными, полными, актуальными и безошибочными. А также Миндарк не гарантирует, что предмет реального мира будет пригоден для какой-либо конкретной цели. То есть РМТ, вы купили в реальном мире что-то, понимаете, допустим, какой-то миксер купили, блядь, за педы, сука. Вам эти миксер прислали, включили бы в розетку, сука, а он не крутится. За исключением той, которая описана в спецификах предметов реального мира. Теперь, сейчас это немножко не то. Тут ремонтировать дефект реального мира. Сейчас, подожди. Сейчас. Сейчас. Так, убытки, экспортные ограничения, конфиденциальность. Сейчас. Закон и юрисдикция. Сейчас. Ущерб, потеря, сторона. Ну, я не могу так путь сказать, какой. Я просто зашел я ссылку скину потом в этот, на Twitch. Сейчас, секундочку. По атлетика в отношении контента для участников. Вы можете переводить сами, смотреть. Сейчас. Вы признаете... Ну, так, это не то. Так. Сейчас. One second, please. Читал я. То есть вы делаете на все свой страх и риск, понимаете, и все. Если вы попадаете под мошенника и вас наебали, то вы сами в этом виноваты. Но и вас могут за это забанить, за то, что вы как бы подсобили мошеннику. Сейчас, секундочку, политика о кредитных картах это не то. Вот смотрите, о покупке товаров третьих лиц. Соглашение о покупке товаров третьих лиц, предметы третьих лиц. Смотрите, платформа Entropy Universe предоставляет площадку для торговли между третьими сторонами и участником. То есть вы участник Entropy, а FanPay третья сторона, где продает хер пойми кто. Миндарк никоим образом не участвует в фактической сделке между тобой и третьей стороной. Миндарк действует исключительно как пассивный канал для онлайн-распространения третьей стороной и передачи информации участнику в отношении транзакций с третьей стороной. Внимательно слушайте, передачи и в отношении транзакций с третьей стороной. Дальше. Участник признает, то есть ты, что Миндарк не имеет и не может иметь прямой или косвенный контроль над. Еще раз, участник, то есть вы, игрок, признаете, что Миндарк не имеет и не может иметь прямой или косвенный контроль над. Хорошо, и это участники, это стороны. А есть третья сторона, допустим, FanPay, да, на площадка отдельно, допустим, какая-нибудь другая еще площадка, хер поймешь. То есть третье лицо. Информация третьих лиц, включая, помимо прочего, деловую информацию о товаре, информацию о транзакциях, например, помимо прочего, условия, права, цена, описание продукта, способ оплаты. Допустим, я хочу продать меч Philosopher's Sword за реальные бабки. Я выставляю на FanPay, что у меня есть предмет Philosopher's Sword, и мне нужно $50 мне на карту. Мне дают на карту, прилетают бабки, и я этот предмет отдаю в игре человеку, кто мне это делал. Все. Доставку и гарантия. Видите, он, как сказать, сейчас объясню еще раз, информация от этих лиц. Сейчас ссылку тебе дам. Переводите, читайте сами. Только надо вникать внимательно. Если вы найдетесь на мошенников, жопа вам. Все. Дальше. Материалы третьих лиц, включая, помимо прочего, их качество, безопасность, законность, приемлемость или то, что внимательно. Материалы третьих лиц. У этого третьего лица может быть педы безопасности и законность. А вдруг они незаконные, эти педы? Они сделали бот, бага какой-то, да? И они лупят по миллионами пед этими багами и продают на FanPay. Эффективность, адекватность или возможность исполнения переданных прав на материалы третьих лиц. Способность третьего лица совершить транзакцию, включая, помимо прочего, заказ. То есть способность третьего лица совершить транзакцию, включая, помимо прочего, заказ, транспортировку и гарантию. Допустим, если я попрошу третье лицо сделать транзакцию на мой счет, а это лицо будет мошенником, я ему
передаю деньги, как говорится правильно, я хочу деньги в игру, а на фанпей сидит человек, и он говорит, дай мне деньги на карту, а я тебе деньги в игру закину. Он третья сторона, лицо. А он берет мне транзакцию, запарывает. Нету транзакции денег. А кому мне обращаться? Миндарку, я сам виноват. Я дал мошеннику деньги, он меня обманул. Деньги он получил от меня, но я подтверждение на фанпее не сделаю, что деньги дошли. Он сперва должен мне деньги дать в игре, а потом я ему подтвержу на фанпее. Все. Люди, которые занимаются продажей игровой валюты за реал. Там 90% валюта с ботов или с угнанных аков. И 90% во всем почти ММО за это бан по правилам. Да, но если ты покупаешь у честного человека бабки, ничего не будет. Типа так он говорит, я, говорит, уже больше года, говорит, торгую. Я, говорит, у меня один аккаунт, и я не хочу в бан улетать. Смотри на свой сам страх и риск, как хочешь ты. Я, говорит, вот продаю по такой цене. Если ты видишь, что цена ниже, опасайся за свой кошелек. Все, я сказал, я понял, принял информацию. Если цена ниже рыночной там намного на фанпее, значит это лохотрон. Ну, он с этого клана русского, ну, естественно, сам сказал, а что он мне не будет говорить? Он редко продает, он майнер. Так, смотрите. А, вот, способность третьего лица совершить. Завершите третья сторона транзакцию. То есть, допустим, ну, я хочу, чтобы мне Дуримар, допустим, бабки кинул. Он говорит, дай мне, Костя, деньги, 100 баксов, я тебе их закину на твой счет. Я ему кидаю, а он мне не дает. Он мне завершил транзакцию. Ну вот, участник принимает на себя любые и все риски, известные или неизвестные, существующие в настоящее время или возникающие в будущем, связанные с транзакциями с предметами третьих лиц, включая, помимо прочего, завершение транзакции, неисполнение обязательств, халатность, несанкционированное использование учетной записи и пароля участника и другие участники, действующие под вымышленными именами. То есть они вас предупреждают, что есть мошенники, которые могут покупать какие-то аккаунты, зарабатывать на этих аккаунтах деньги и выводить нечестным путем. Они потом все будут забанены и те, и кто у них покупал. Но я что еще не забанен, значит все нормально. Участник признает, что Миндарк не является участником каких-либо возможных будущих споров между вами и третьей стороной и участником. Разрешение любого спора является полной и исключительной ответственностью вовлеченных сторон. И Миндарк не выступает в качестве посредника между ними. Участник освобождает Миндарк и ее агентов, представителей и сотрудников от любых претензий, требований и убытков. То есть, если вы нарвались на мошенников, вы виноваты в этом сами. Миндарк ответственности не несет. Голову включайте и все. Так что здесь все написано, читайте. Я вам скинул, я не хочу больше на это время тратить. Пиши, пускай проверяют. Они просто могут заблокировать на время, проверят меня, что я делал. Надо было бы, они забанили меня, я тем более стримлю, что и там банить-то. Все пишите. Если вам делать нечего, пишите, пускай банят. Если я что-то нечестное сделал. Я только вводил деньги, 400 долларов, я ни копейки даже не вывел. Официально заводил 400 баксов. Почти. Так, давайте сейчас на кабанчиков пойдем. Так что они ответственности не несут с вами и с третьей стороной. Они умывают руки. Они энтропию предоставили как площадку. Хотите, но если вы нечестным трудом зарабатываете деньги и обманываете Миндарк, и вы обманываете игроков честных, нечестным путем, вы не можете быть забанены. Все. Поэтому будьте внимательны, если вы у кого-то покупаете педы дешево, то в будущем вы можете потерять свой аккаунт, и вы просто тупо зря тратите время здесь, и все. Я поэтому вообще не покупаю ни у кого, все. Пока нет, потому что пока мне это не надо. Официально, я хотел официально завести бабки, 2 раза завел. Вот, транзакции мои есть. Они видят их прекрасно. Были где, но я дурак, надо было больше заводить. А теперь не могу завести, закрыто все. Через крипту я заводил. А вы можете сказать, ой-ой-ой-ой-ой-ой, а я не знал. Скажешь, ну ладно. Так, а чем этих резать?
Ой, сейчас посмотрим кабанчиков, чем можем резать или нет. Почитайте, почитайте, полезно иногда почитать правила. Они там могут что-то менять, они даже вам об этом не скажут, что они что-то поменяли, изменили. На свой страх и риск вы действуете, связано с транзакциями. Я понимаю, что они деньги теряют, но они теряют, я думаю, не такую часть, а так бы они просто всех бы перебанили бы уже абсолютно всех. И кто и с ботами, и не с ботами, и кто и на фанпей, и не на фанпей, всех бы перебанили бы и все. Если вы злоупотребляете у мошенника, и он знает, что он мошенник, он имеет 2, 3, 4, 5 винков, или у него обманный аккаунт, они у него подтверждение просят, подтверди, что это твой аккаунт по фамилии, имени, отчеству, а ты не можешь паспорт данные предоставить, пам! Значит, ты все обманываешь их, нечестным путем пытаешься обогатиться. Так что, ребятки, не забывайте скоро... Ой, привет. Такой добрый, походу, идет, такой деловой. Но, в принципе, их, я думаю, с ТТ... Ой-ой-ой-ой, как долго. Нет, ребята. Так, сматываемся. Не-не-не-не-не-не, кабанов резать. Нет! Кабанов резать я не буду с ТТ пистолета, это очень долго. Так, тихо. Так. Сейчас, секундочку. Сейчас я выключу. Так, у меня должен быть здесь это... Ага, все окей. Так, это сюда. Detach Enhancer. Ой-ой-ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Уди плохой. Блин. Не то. Помогите! Меня пилят! Так, это убираем. Все, секундочку. Пилит меня. Так, а что это у меня такое? Casturian Pioneering Blade. Casturian Pioneering Blade Edition. Блять. Подождите, блять, Касториан. Не надо бить. Сука. А где Касториан? Блять, заколебали. Блять, идиот. Вот. Этот, наверное, да? Casturian Pioneering Blade MLM Edition. Это ты? Pioneer LMM Edition. Да, вроде он. Прочитал, ничего не написано, что РМТ разрешен. Там написано, что это ваш выбор и ваши проблемы, когда вы будете выковыриваться из бана. Ладно, все, короче, каждый понимает по-своему. Тогда бы никто бы не выводил бы, не заводил бы деньги через FunPay. И не продавал бы там какие-то предметы. Транзакция. Продажа предметы реального мира. Почитайте. О предметах там еще другое правило есть. Предметы реального мира есть. То есть, допустим, если вы захотите за педы купить предметы реального мира, то там доставки, недоставки тоже если вам привезут какое-то говно и вы купите за виртуальные деньги что-то реальное, то можно, но ЭМА не гарантирует, что это будет работать, это вас предмет устроит. Нет, я никого не призываю, я не говорю, нарушайте правила и вводите через FunPay. Просто когда вынужден, да, человек, ему приходится изворачиваться. Вывести всегда можно. И завести тоже можно, если захотеть. Только аккуратно. Если у вас купит мошенник, это его проблемы. Вы, главное, что честно трудом зарабатываете. Вот вы сами. Если вы покупаете у честного и вы сами играете честно, я надеюсь, что честность она никому не говорит. Если ты честно играешь, никого не обманываешь, и ты не пользуешься какими-то багами в игре, и у тебя там нет 10 аккаунтов, тебя никто, смысл тебя банить, зачем? Если ты даже хочешь деньги вводить в игру. Ну, понятное дело, поэтому опасно. Все это, нет, там дофигища игр, там море возможностей тоже, пипец. Если ты, конечно, с утра до утра не спишь и не ешь, только сидишь в всяких L2. Нет, если ты покупаешь
у друга или у знакомого есть глухой, там есть люди проверенные, которые не мошенники, нормальные ребята, никто тебя не забанит. Если не будешь орать всем иностранцам в личку: эй, привет, а я, ты знаешь, что я через фанпейдж задонатил бабки, ха-ха-ха. Ну зачем я возьму тебя, пожалуюсь на тебя и все. Даже они проверять, они просто тупо забанят ради прикола. Посмотрят твои транзакции. Ты все время ни хера не задонатил, а нахер тебе нам здесь нужен, пошел в жопу. Все, улетел. Даже этого забанили. Прикиньте, за то, что он на ютубе просто хотел получить токены с игроков, и даже он ничего не сделал. Он просто в мыслях имел. И кто-то пожаловался, его забанили. Я говорю, я никого не призываю. Просто есть способы, но этими способами пользуются не все честными люди, так сказать. Все. Каждый выживает как может, это на их совести. Я никого не осуждаю. Каждый выживает как может, но если это нарушает правила энтропии в плане, допустим, что он 10 твинков завел в игру, или он там на каких-то кликерах страшных сидит, которые портят игровой процесс, или другим портит, он игру мешает. Все. Даже говорили, что через VPN донатить нельзя, забанить. Но я проверил в апреле. Уже октябрь, вроде пока не забанили. Нет, бывает там, говорит, знаете как, срабатывает какая-то система, бывает на некоторых. Тебя на сутки банит система, не дают тебе зайти, и потом ты нарушил правила. Ты потом пишешь службу поддержки, они кнопку нажимают, и ты опять заходишь. И говоришь, через VPN типа нельзя, да? Обидно. Так, смотрите, а где пятый? Здесь бывают пятый борды, ребята? Где большой? Board old. Вот он не считается, видите? А как найти большого пятого? Здесь есть пятый или нету? Блин, скоро розыгрыш, так что не уходите, пожалуйста. Кто на ютубе, если кто хочет в розыгрыше участвовать, кто играет в энтропию, переходите, пожалуйста, на этот. На Twitch. На Твиче будет розыгрыш у нас. Что такое провайдеров? У меня товарищ донатил через VPN, еще разок, но он написал ТП и в Росбане сразу. Но я не могу донатить ни через VPN, ни откуда. Все закрыто теперь. Не знаю, может у него сработала такая система. А я через крипту донатил. Вот я вот сейчас 10 дней пройдет, я сейчас еще раз попробую зарегистрироваться вот на этой штуке, на PYYPL. Если получится через этот зарегистрироваться, я себе виртуальную карточку официальную заведу, MasterCard или визу, на нее кину через Kiwi и задоначу в игру. Будет официальная MasterCard у меня. Если получится опять зарегистрироваться. Через него донатит человек, и все нормально. Официально есть приложение, там карточка, там водительские права, по-моему, или... Если водительские права не подадут, пойду тогда обновлю на 10 лет себе паспорт загранник, и все. И будет у меня на приложении карточка. И можно спокойно донатить. Не знаю, как на нее выводить, наверное. Ну вот, видишь. А как ты зарегистрировался на ней? Я, допустим, не прошел, меня не сделали. Он просил паспорт, но там паспорт нужно, наверное, все-таки какой ставить? Обычно российский? Или, очень трудно, как-то не понимаю, как фотографировать там, я не понимаю. Через загранник? А почему нельзя, допустим, через водительское удостоверение? Нельзя через водительское удостоверение задонатить? Ой, задонатить, говорю, зарегистрироваться. У меня просто просроченный загранник. Значит, надо восстановить загранник опять. Ага, говорят, что можно и водительское через российский паспорт. О, пятый, отлично, давайте пятый будем валить. Найдите пятого! Найдите пятого! Где пятый? Четвертый. Пятый вижу.
Но когда ты будешь донатить, вот тогда ты уже не так будешь играть аккуратно, как без доната. В чем проблема? Ребятки, скоро розыгрыш, не забывайте. А все, 1-5, что только 2 было, и вот зараза-то, а. А вот еще один, отлично. И Биггер Папу у нас дейлик сделан. Слушай, они знатно меня походу пилят, да? Да, они знатно походу меня пилят, мою броню. Они вроде ее как бы особо сильно пробить не могут, да? Но знатно ее пилят. Краска выпала. Какая-то кожа падает. Фига ты там стадо собрал. Ну да. Тут по-другому никак. Тут минус. Тут они жестко минусят, эти кабаны опасные. Пускай копится минус, мне нравится. Не все время жрать как с АНЗ плюс. О, скиллы на оружие дали. Так, надо еще двоих пятых завалить, и можно свалить. А что, пятых нету, что ли, да? А вот же пятые. С этим ивентом, да, уже все, нет никакого плюса, это уже упали, цена уже упала на токены. Я уже несколько раз продавал их. Я уже не обращаю внимания на эти плюсы, минусы. Блин, не хватило мне, да, одного, прикинь, пятого. А где-то же по-любому еще пятые должны быть. Сейчас мы не будем его всех бить. Сейчас это стадо закроем. Может быть, конечно, и удобнее всего качаться на Калипсо, потому что там больше всего шрапнели для оборотов, для охотников. А Аркадия, может быть, специально для майнеров была создана, более приятно. Копится, копится, возле копится. Он плачек себе хочется 10 тысяч взять на скиллы. На этот, на память Твен. Больше 20 лет уже никогда же не будет. Через 20 лет, скажи, да, еще. Ага. Увидимся через 20 лет. А ты откуда, блядь, приперся, мелочь, а? Собачья. Ага. Так, сваливаем сейчас отсюда. Нам нужен пятого, сейчас найти пятого. Так что, ребятульки, на свой страх и риск, как говорится. Да, лучше, конечно, не рисковать, если у вас один персонаж, и вы играете честно. И вам тоже могут сказать, да-да-да, я честно играю, это у меня один аккаунт, покупаю у меня, бах, и ты в бан улетели оба. Скажешь, ай-яй-яй, а я не знал. Все, дейлик, миссия закончена, сваливаем отсюда.
Так что как-то так, потихонечку, не спеша. Бля, только вас, сука, здесь не хватало. А почему он их не убивает? Офигеть! Помогите! Убивают! У меня мало денег! А. Уйди, плохой, противный, уйди. Бля, это какие-то толстые, слушай, а? Чё он от них сбежал? А ну вернись, помогай! Куда сбежал, гад? Они же толстые. Блять, сука, неудобно здесь мне стоять. Убери! Бей его! Что это такое? Что за кристалл? Фу! Ляха. Куда кидал? О, маркап. Ну это редко падает херня. Так что скоро-скоро разыграем, не переживайте. Все в силе остается. У меня 1 октября, деньги у меня списались с интернета. Вчера почему-то глючил интернет, у меня вроде, слава богу, все нормально, ничего не вылетает. Потихонечку. Еще токен. Нормально. Когда спрашиваю других стримеров, типа, во что играешь? В энтропию. Что? Что за энтропия? Я говорю, 20 лет игре. Чё за, говорит, 20 лет? Какая энтропия нахрен? Они, может, просто знают ее, просто не обращают внимания. О, миник лопнул. Опять этим говном упал, блядь, резуидойлом. Всем отличного воскресного настроения. Не болейте. С вами диджей Авалонис и радио Тропи Юниверс. Куда он исчез? Стой! А, ну походу неплохо, я этим добил толстых. Что произошло? Он здесь было, никого нету, все ушли, что ли? Я редко здесь ханчу их. С мая месяца я здесь первый раз, прикиньте. Welcome! О, что они сразу такие жирные-то стали? Они что, всегда здесь были 6 уровня? Я что-то не помню, а где маленькие, 3, 4, 5? Я не пойму, где масенькие? А вон 5. И они меня сейчас сожрут, к чертовой матери. Здесь надо, по-моему, блядь, броню одевать, конечно, наверное, все-таки мою другую. А таких... Блядь, как, сука, вас много здесь, а? Это просто жесть. А ты куда двигаешься, блядь, полудурок? Хули ты там, блядь, лазишь, а? Здесь, стой здесь нормально, спокойно. Лазит, блядь, как мандавошка, блин. Так, а что за желтый упал?
Тоже какая-то лажа, блядь. Да. Если они меня нахер сотрут, у меня к чертовой матери, блядь, всю мою броню. Ох, ебать, как она там трется нахер. Давай в эту броню. Пересаживаемся в другую броню. Есть милое дело этим ножом рубить. Да, броня, конечно, они сожрут тебя. Голым, конечно, ты будешь отлетать по респу. А-а-а! Бля, у меня не так много денег, чтобы их лупить. Надо придется покупать, наверное, патроны. А мне никто не продаст сейчас, наверное, здесь. Блин, они такие эти. Привет, Улечки, Малковиан. Welcome. Так. Сейчас они начинают разбредаться, зараза. Они идут сюда. Помогите. Ай. А сотрут нахер мне всю броню здесь. Так что скоро розыгрыш будет. Не уходите, пожалуйста. Кто на ВК Play там или на Ютубе, ребята, переходите на Twitch, если хотите вы выиграть ножичек. Если вам хочется поучаствовать в розыгрыше. У нас Daily Mission. Надо в октябре отстримить. Тир. Вот так хорошо, комфортно, по одному их лупишь и все. Отходишь немножко подальше от серединочки ямки и нормально. Да ты куда бежишь назад? Блядь, больной, блядь, нет, блядь, ко мне бежать, смотри, что он творит. Он назад убежал, идиот. Так, что это такое? Маркап есть? Плохой маркап нету. Иди в нанокубы. Минусовые, походу, эти птички. Злобные. Трущие мою броню. Не любят они меня.
Злые, синие, какие-то игрушечные птички, вообще не похожи на реальную птицу. Эта графика у него странная, блядь, пипец. Но они, в принципе, хорошо агрятся здесь. Нравится. Биггер, конечно, убить это просто жопа здесь надо будет. Наверное, мы здесь не сможем, наверное, всех убить. Одну волну, если успеем сделать. Они потом исчезают. Некоторое время появляются. То, может быть, завтра пойдем добьем. Фиг его знает. Или потом. Или в следующую субботу. Мне просто удобно в воскресенье. Чтобы тоже никому не мешать. Это тоже daily квест, но это, по-моему, для меня один из самых долгих, самых сложных дейликов здесь. Вот, смотрите, он сагрился, да? Сейчас придет. Сейчас это тоже сагрится. Агр. На Next есть ли миссии на май? Вот я уже комплит сделал 82. А посмотрим, здесь есть на май или нету. Должны быть какие-то. Вот, Мининг, Dark Listerium, Iron найти надо. Есть. Потом есть какой-то Фагистон надо найти. Тоже есть. Соренсестон надо найти. For Гаргона, короче, Mining for the Gargon какой-то, не понимаю, что это надо найти. Есть. И на крафт здесь есть много миссий. Так, это, по-моему, застрял, да? Застрял, да? Забаговался. Ну, птичек много, да, их выскакивает сразу. Лучше их в одну кучу спрятать, а потом начинать хантить их по одному, по подвое. Тогда будет меньше затрат на броню. В основном этот шлак особо, видишь, что не востребован. Почему? То ли людей мало, то ли такие предметы, которые не каждый день обиход, которые стираются, и они нужны. Приходится каждый раз перепроверять маркап. Бывает, что раз, и появляется спрос на продукт. I'm sorry, продукт, everybody. Что происходит? Почему тайм-аут? И все сдохли, что ли? Что, я не успел? Смотри, их нету, они исчезли все. Но они, походу, на время какое-то. Ни хера себе. Они, походу, на время. Ну ладно, мы сперва пока этих попилим на время. Ничего страшного. Они просто будут перерезываться, типа, каждый раз. Ну, вот можно пока... О, совсем маленькие. Пятый можно пока попилить спокойно. Мелких. Давайте вы сразу все не будете на меня лезть. Если бы, конечно, я бы эту броню продал бы, ГОСТовскую, конечно, была бы полная жопа. Я бы, наверное, не смог бы ничего делать. Hello, guys. Party Blue Fly. Chris Nice. And stream, please welcome Marvel Ball.
Marvelous of Stream. Приз. У меня целый лежит. Розыгрыш будет, розыгрыш, приз, приз. Нож, кнайф. Так что ждем. Кто хочет на ютубе. Hello, hello, how are you? Nice to meet you. Oh my share. Oh shit. Адамид Кристалл. Что за Адамид? Понятно. How are you, everybody? Next Island, very nice. Ну, ножик хороший, слушай, да, он даже как бы в принципе так бодро пилит даже таких вот. Посмотри на бок. Неплохой, конечно, нож. Я 2 продал, потом еще 2 продал на Калипсо. Здесь 2 продал. Еще себе оставил. Я много их купил ножей. Сам спилил один, сейчас второй спиливается. Потом еще третий будет спиливаться. Неплохие ножички. Правда, они жрут патроны. Но сдолать хватает очень надолго. Приятные штучки. Покачать хпшку неплохо так. Иногда полезно. Сейчас подойду. Как-то хочется покушать. Кто-то смотрит розыгрыш американцев, там где Альфредо. У них такой этот перевод прикольный, смешной. Шиш, шиш, перерыв. И почему, говорит, пошел к Альфредо вся? А? Я тебя не совсем не просил. Такой перевод прикольный у них, я тоже могу копировать чуть-чуть. Ха-ха. Шиш. И зачем? Почему ты пошел к Альфреду? Он не хотел?
Оставь меня в покое, мне не нужны твои деньги. Вот так вот они озвучивали такими тоже ржачными этими. Здесь, наверное, чтобы стартанула другая. Блядь, их, блядь, убивать, блядь, бесконечно надо долго. 100 штук. Бля, особо хлама, блин, сейчас все полетит в ТТ, блядь. Welcome to Next Island, everybody. Добро пожаловать на этот великолепный остров, где почти никого нету. Но все хотят что-то выбить из мобов. Самое, конечно, интересное здесь 6 долгих волн или 5 долгих волн, прежде чем появляется медуза Гаргона. И я ее стрелял вместе с колбасой. Сколько там? 300 пет упало с нее. Такое дерьмо. А за все время, да? За все время. Аурли даже бабахнул на 62 тысячи. Ратыронг Янг на 62 тысячи. Керберас жахнул Мейхов. Ратыронг Янг опять жахнул на 60 тысяч. Да, понятное дело, обидно. Опять Протерон. Нифига себе. Аратан, Лангту, Биг Бульген 1, Протерон. Сейчас я хочу найти этого Гаргона. Должна где-то быть здесь Гаргона. Левиафаны, Рекстеллумы. Хочу найти Гаргона Аурли, и Амоны. Олдмир какой-то Янг. Дасплетер, и Амон. Я, если не ошибаюсь, походу, где-то должна была быть Медуза. Биг Бульген, Левиафан Янг. Араниатрекс, Асцилорум, Атракс, Сталкер. Левиафан, Проторол Матур, Биг Бульген опять Левиафан, Матриарх, Дасплетер. Поэтому их толпой лупят. О, Гаргона бабахнула почти на 100 тысяч, прикиньте. На 100 тысяч Гаргона. Прикинь, что было бы сейчас с колбасой, если бы нам бабахнуло бы хотя бы на 50 тысяч. Разделила бы там, да, этот колбаса бы там, наверное, танцы, и сводит музыка с ума, я в энтропию буду играться до скончания века. Ну, вот так бы, наверное, он пел бы, наверное, стопудово, там жахло бы, блядь, на 100 тысяч. Идиотизм. А сейчас что-то они не исчезают. Интересно, а он может исчезнуть во времени, если я его не добил? Так же нечестно, я его бью, а они берут резко и исчезают. Во время кончилось, прости. Стик, походу, неплохо сыпется эта штука, смотри. Раз. Неплохо сыпется с них эта штука. Я на Кирине тоже смотрели, да? На Кирине смотри, тоже показывал, что маркап есть, если смотреть. Но он, правда, небольшой, но он есть. Ну, это, конечно, мелочи жизни. Не сравнится, допустим, с хорошими майновскими, какими-нибудь там на 150, 180, 200 там маркапа, если копать. Но надо делать контент. Что поделать? Траться, гребаный нубас. И все будут над тобой смеяться, когда ты хофнешь мне в час. Траться, давай скорее убивай. Качайся, в энтропию ты вливай. Так, опять Wave 1. А что такое, я понять не могу, опять я не успел. Да бесконечно, ё-моё, сколько не скрутить можно, слушай. Что-то я уже подустал от этих мобов нубских. Эй,
Ай-яй-яй-яй-яй-яй, сюда, 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 сюда. Давай, кто на новенького? Давайте, кто? Давай, давай. Так, а стружка ничего не стоит, да? Сколько я ее в нанокубы слил? На миллион пет! Охренеть, ребята, стружка в цене. Идемте рубить деревья. В жопу, короче, все. Сваливаем рубить деревья. Все на рубку. Берем 100 пет, рубим с утра до вечера. Офигеть, смотрите. Смотрите, маркап. Это у меня покупает за 145. Короче, рубить шикарно. Да, это контента нет. Но зато кайф. Маркапчик неплохой. Стружка хорошо. Продажи нет почти. На 11 продали, на 75 продали. Смотри, как хорошо рубка идет. Ой, кому эти удочки нужны? Здесь людей нет, удочки не крафтят. Так, все, сейчас это делаем и бежим, блядь, где-то рубить деревья. Все, ребята. Всем привычная наша рубочка любимая. У нас уже минус увеличивается. А кто-то вообще играет, он даже не смотрит на эти там, без программки, так сказать. Ну, понятное дело. Кому-то, значит, ну что мы все тиры выбили, блин, здесь. А, с них еще новый фрагмент падает. Короче, очень долго эта тема. Лучше, короче, на девочках не заморачиваться. Они, я думаю, ну, вот этих вот. Они очень долгие, эти птички. Заколебут. Лучше бы я побил бы обезьянок бы больших, 8. И то веселее. Там хоть можно аккуратно их выцеплять по одному. Если они тебя толпой, блядь, пилят. Настя, когда покушает? Ням-ням хочу. Удочки хотят крафтить, удочки любимые. Ребятульки, скоро будет завершение стрима. Скоро будем разыгрывать ножичек. Не разбегайтесь. Вот у нас уже были первые победители. Киллман 5, 10 пигментов. А так мы делали такой небольшой розыгрыш. Будет в конце стрима у нас ножичек разыгрываться. Так что присоединяйтесь, не болейте. Если вдруг кто-то захочет постримить, без проблем дадим позже, так сказать. Позже. А, ну этот пришел. Сензе, если ты не придешь, тогда я потом перекину на викинга, если ты не захочешь стримить. Слушай, все, у меня кончаются патроны. Давай мне глоб хотя бы немножко, дайте мне патрончики. Ну, мне патрончики нужны. Это понятно, блядь, один хлам все в ТТ полетит. Мне нужно качаться. Токены падают, токены. Ну, ножичек, я скажу вам, прекрасный. Мне нравится. Было бы, я бы еще купил бы. Но за 10 пет я его покупать бы не стал бы. Но за пет 5-6 можно было бы покупать. Сколько он там пилит всего? 4,6 пека. На.
Я только их 50 убил. Что-то они сейчас меня раздразнят. Я свой колоус возьму. И буду больно их бить. Все уже. Нету денег. Сейчас починимся. Так, что у нас? Армор. Рецикл. Сейчас быстро рассую хлам. Может, минотавров можно было бы побить неплохо, потому что минотавры дают неплохие маркапы. Но 150, я не знаю, кому это нужно. Но я думаю, что стружку это вообще никому не нужно. Это тоже такое себе удовольствие. Вообще в месяце никому не надо было, обидно. А это что такое здесь делает у меня? А, ну это хорошая вещь. Блин, надо было мне это оставить. Это было тоже от Минотавра, да, это от Минотавра, по-моему, какие-то хвосты. Так, вот нам пока не нужен. А пока сюда. Если ничего продаваться не будет, то полетит в нанокубы. Я перепроверяю, смотрю. Ну это вообще один только упал обсидиан. Может быть он какой-то, не знаю, странный он какой-то обсидиан. Так это тоже... Я уже 85 продал опять нанокубов. Хватит. Так, это что у нас? О, давай улетаем вниз. А это что у нас? 105. Так, а это что такое? Вроде маркап у него неплохой. Блин. А это что здесь делает? Странно, еще получается этого ничего не бил. Весело. Лапки. Лапки неплохо. Кстати, вот лапки тоже неплохо идут. Маркапные. Так, а это что такое у нас? 104. Это давай сюда. 2 педа, да? Ну, неплохо. Потом, если что, можно отвезти будет потом на Кали продать. Или все полететь в нанокубы. По-другому никак. Так. Это я по одному, то, что я копаю, я смотрю, во-первых, маркап удобно сразу посмотреть, стоит ли его копать или нет, и какие есть вообще на этой планете, так сказать, ресурсы. Если кто-то майнит,
чтоб не искать, допустим, нигде, да, там на картах, приблизительно уже знаешь, где что копается и какая цена. Не все. Блин, конечно, хотелось бы порубить, пойти. Слушай, такой кайф, такой хороший маркап. Их долго пилить. Ну, они не умерли, что ли? Смотри, или все опять все сдохнут. О, опять все сдохли. Ага. Прикольно. Может, потеть их сделать лучше? Этих очень долго делать. И очень убыточно. Они очень страшные и опасные. В ближнем бою, конечно, знатно стирают броню. Ой. Ну, чё он сейчас не агрится на меня? Он забаговался, походу. Так, скоро розыгрыш будет, так что не расходитесь, пожалуйста. Разыграем с вами на Марблис, на шариках. Кто первое место возьмет, получит такой же нож, как у меня. Какой будет ножичек разыгрываться? Hello guys, how are you? Nice to meet you, everybody. Добро пожаловать. Не болейте, не скучайте, всем отличного настроения. Мы продолжаем небольшой стрим чанский. Сегодня 1 октября, Октоберфест. Да бей, что стоишь, блин? Ё-моё, на моей башке стоит. Вы такое видели? Это что происходит здесь? Что за дичь? СНЗ, ты как там? У тебя там нормально все происходит? Ты там напиши там за минут 20-30, чтобы подготовиться, если что, окей? Чтоб я тоже мог уже сказать, что розыгрыш начинается и все. Надо идти рубить походу потом. Так что как ни крути, на любой планете можете найти для себя любое действие. Кому-то нравится Калипсо, там больше всего торговли. Кто торговлей особо не занимается, кто исследует просто миры, кому заняться особо нечем, да? Смотрит разные возможности, так сказать, кто чем дышит, туда-сюда. Вот катается по разным планетам, тратит бензин, время, деньги, как мы тратим сейчас вот. Получаем определенный лут, который нахрен особо никому не нужен, и входим в минус.
Вот когда будет у нас минус 105 тотал, тогда будет розыгрыш у нас. Если мы дойдем до этого промежутка. Если не выровняет. Так что как-то так. Потихонечку. Привет, улечки, тропопулечки. Тропопулечки всем. Hello. How are you? Nice to meet you. Так, мы сегодня уже обезьянок сделали, кабанов сделали, других кабанов сделали. Еще обезьянок сделали. Короче, много чего сегодня сделали. Так что нормально все. Восьмой ранг уже. Все равно у нас основной приоритет будет ружбайка. Просто здесь надо мне стереть эти ножи и забыть уже про них. Хотя бы немножко подкачать килограмм. Вот у меня уже был 340 килограмм, уже 341 килограмм стал. Ой, я не знаю. Я спать потом уже ушел. Я там второе место занял один раз, но я ничего не выиграл. Так что, честно сказать, я не смогу, кто там выиграл, кто там проиграл. Но, по-моему, никто из наших не выиграл. Не знаю. Сегодня у нас будет забег. Так что присоединяйтесь. Скоро будем разыгрываться. Так, это что у нас? Какой-то красивый кристалл, но он никому не нужен, поэтому мы его относим сюда. Ой, как колбасит его, смотри, а. Еще не делаю, смотри. Что происходит? Головокружение. Дичь, да? Просто дичь. Блядь, дайте залутать, сука. Больно кто-то меня ударил сейчас, я слышал. Смачно, походу, меня так кто-то шляпнул. Так, здесь пока у меня не открылось. Ладно. Зато он вчера хохнул 2 раза. Один раз на 700, по-моему, на паучках каких там страшных. На ранетрексах, не знаю, как они называются. И потом еще на этом первый рецикл дал. Жахнул. Который там патрончики с бензином. А не знаешь, сколько стоит первый рецикл клик? Ну там его, блядь, смотрят, блядь, 100 человек. Почти. А потом, короче, начал прикалываться, я спать пошел. Когда там скелетик начал стримить. Скелетик, блядь, стримит. Ко всем подбегал, стучался, открывал обмен, кидал туда шмотку и закрывал. Что за глюки? А прикинь, он сперва нажимает ОК, тот нажимает ОК, и ты должен сделать как бы подтверждение. А ты не нажимаешь потом у себя подтверждение, ты нажимаешь у себя крестик. И тот хоп, он думает, что сделка совершилась, мне кто-то подарил какую-то шмотку, а в инвентаре пусто у тебя. Да, у меня очень старая материночка, короче, так что полная жопа. Так, а что это я вылетел отсюда? Сейчас, подождите секундочку, что происходит?
Конкурс опять на 10 тысяч. СНЗ, ты как там? Через сколько будешь готов? Ну, мы частично сделаем этот дейлик и все, потому что мы уже сегодня и кабанов сделали, и обезьянок нормально. Так что потихоньку. И кабанчиков вчерашних я добил квест. А так? Окей. Тогда, если что, я тогда на призрака перекину, если Дональд не придет. Надь! Так, сейчас подойду, чашку отнесу. Да. Очень долгий квест. Я сейчас не могу, попозже. Вообще, не знаю, лучше этот квест вообще не делать. Он не окупает себя. Даже если там дадут вам бензин, но он очень такой себе, специфический. Если кому уже совсем заняться нечем, некуда деньги девать, есть у вас хорошая броня, можно первую волну побить этих. Оттуда сыпятся эти пластины брони. Хотя бы первую волну этих побить Гаргона. Так что так. Больно кусают они. Вот. Все, что 105, 104, 103% все на макумбы летит, и которые не имеют этого востребованного. Сокет первый, да, я думал второй. 105%. Сокеты где нужны? Сокеты тоже где-то нужны, да, наверное, в каком-то этом, где тирить нужно, пушку, наверное, там. А что у нас? Это вул. Вул вообще не ценится уже вул. Абсолютно не ценится. Так. Ну, в основном ничего интересного с них не падает. Пиры иногда падают первого уровня. Все, вроде такие птички здоровые, пятые, шестые там.
Я бы просто бы, конечно, бы быстрее бы перестрелял бы, но не хочу спешить. Вот этим Калаусом. Рубится пока, рубится. Пускай стирается нож. Я хочу нож стереть. Потом разыграем еще один нож новый. И флот ерундовский. Хотя бы соточку сделать. Мелких. По максимуму. Единственное, да, время. Захотел, блядь, флагманский логотип за 10 тысяч рублей. Ну, тысяч плати за логотип флагманский. Всё. И будет тебе качество, соответствующего твоим 100 тысячам. 10 тысяч рублей за флагманский. За 10 тысяч телефон нормально не купишь. Хорошая видеокарточка стоит дороже, новая. На 6-8 гигабайт какая-нибудь. Так, old это, по-моему, вот эти вот медиумы. Да? Old это медиум. То ли там 5 или 10 минут дается, или 15 минут дается, чтобы типа волну убивать. Потом вторая волна появляется, потом третья, потом также четвертая. Вон миник пролетел маленький и все. Опять 15 пет этого масла дало нам. Минимальный возможно, минимальный. Да как они меня грызут, слушай, а? Чего вы грызете, если пробить не можете? Что, смысл-то точить мою броню нравится, что ли? Ну, качайте ее. Злобные такие птички. Уже 80 убили, неплохо. Значит, не ориентироваться на эссенции. Ну, ладненько. Не хотите? Если вдруг серк зло, если кто-то придет, заранее предупредите, пожалуйста, меня, напишите мне. И перекинем. Или там на кого-нибудь из наших. Если наших никого не будет на стрим, тогда перекину на какого-нибудь иностранца. На Твиче. После розыгрыша только. Так, это провайдер мощный. Интересно, шестой провайдер куда пойдет? 32 или сюда? Знатно тирят они меня. Так это вообще застрял. Дефлектед. Ну, токены вообще мало сыпят. Токены сыпят, походу, больше кабаны, я заметил. Кабаны, обезьянки маленькие. Может быть, там быстрее оборот он идет, и поэтому он быстрее как бы и сыпется. Потратили какую-то часть, вам дало. Обычная математика, и все. Все завязано на математике. На просчетах, на алгоритмах, на вычислениях. Так, медиумов 33, мало, хотя бы 50 было бы приятненько, а то опять этих мелких я не хочу бить, они надоедают так. Так, и не расходитесь, что к 4 часам будет розыгрыш у нас. Если кто на ютубе смотрит, может присоединиться также к Twitch и поучаствовать, если кто хочет ножичек. Кто не хочет, не будет участвовать, кто захочет, тот поучаствует. Потом подождем 2-3 минуты, никто не подойдет, запустим процесс, так сказать, и все. Попозже скупаетесь чуть-чуть.
Попозже скупайтесь, как говорю еще раз. Лучше, конечно, все-таки по субботам стримить, что дети потом начинают там купаться, мутаться, блин. Так, 83. Все дорожает, инфляция. Людей больше, поэтому дорожает, понимаешь? Население растет, а хлеб по той цене уже продавать невыгодно. Приходится цену поднимать. Лол. Все вы там видите, отжимания стоит, да. Могу. Отжаться не проблема. Было бы желание. Только явно не на одной руке, потому что там тяжеловато будет. Копить. Лучше на что-нибудь другое подкопить, на билет розыгрыша. Отжимайся, мало. О, мы что, всех выпилили? Да не может быть. Нет. Это странно, почему там мы не смогли всех выпилить, а сейчас мы выпиливаем всех. А он еще бегает. Я бы с удовольствием пострелял бы их, но я хочу немножко попилить. Немножко покачать хпшечку, у меня хп мало. И килограммчики прибавятся, неплохо будет, если килограммчики прибавятся мне. Агилити, стамину. Возьмем стамину, мне хп нужно. Райан тайм-аут. Твою мать. Жо. Ну давайте хотя бы до 100 добьем первую волну. Твою ж дивизию. Знатно они меня пилят, блин. Да, просто, ну, нож, он как бы бьет. Ну, как сказать, не так быстро, как хотелось бы, но иногда критует. Но он редко критует. Меня как бы устраивает, как он пилит, даже L5. Они, конечно, подхиливаются периодически. Можно даже обратить внимание, как он вот опять подхилился, да? Сейчас можно этого выбрать и посмотреть, сколько раз он хочет хилиться. Давайте посчитать, сколько раз он будет хилиться. Давайте, раз, сейчас будем смотреть. Раз подхилился. Два подхилился. 3 раза подхилился уже. Ну, нормально. Хилится неплохо так, челик. Что поделать? После тоже жить, понимаю. Алгоритм какой-то есть. Переходишь, дает немножко, дает немножко. Тык-тык-тык-тык. И еще миник. Слушай, 2 миника подряд, ребята. Потихоньку выравнивает, слава богу. Он понимает, что я иду к завершению, надо меня удержать. Скажет, не уходи. Ни одного глоба не было, прикинь. Зато миниками хорошо. Хотя бы пускай мне глобы даже не нужны. Пускай миниками дает. Мне глобы так. Ту-ту-ту. Хоть немножко этот. В основе мне баланс, так сказать, этого. Отлично, 92.
Они пробивают иногда меня. Сейчас пробил. Так что скоро розыгрыш, не забываем. А то, кто не успел, тот опоздал. Без обид. Мы долго тоже стримить не будем. По-моему, у нас пошел этот. Краска упала. Какая-то интересная. Но она никому не нужна. Я не знаю, может она потом впоследствии будет нужна какая-то Грей. Но сейчас она вообще не востребована, смотрите. Просто не востребована краска. Абсолютно первый раз такое вижу. Еще миник. Спасибо. Будете хоть чем броню немножко подлатать, так сказать. Так, конечно, я их бы этим коллаусом выкосил бы за 15-20 минут. Я все понимаю. Хочется все по-быстрому, да. Но, к сожалению... Потом, наверное, я буду опять светить. Эти каждый день делать только кабанчиков. Там хороший маркап дает. Иногда, может быть, ходить немножко на майн, чтобы делать... Ну, Dark Listerium тоже трудно искать. То есть не Dark Listerium, а обычный Listerium. Там не так выгодно делать этот крафт. Он меня уже задолбал этот крафт делать. И рубить, качать скиллы пока не будет еще нового стрима. Что делать? Все время хантить эту мелочь, надоедать. Так хоть особо ты не теряешь, и скиллы растут. Но с другой стороны плохо. А то у тебя будет большой скилл гейн будет, да, допустим, Animal Looter'ов большой. А лазер у тебя страдает, низкий уровень. Поэтому вот опять спрей упал. Неплохо, что спрей сыпет здесь, кстати. Так, значит, мелков нужно валить еще одного. Ну, неплохо, видите, с 80% поднялись до 93. Так, надо добить этого пятого. Теперь пятых не нужно лупить. Ай, блядь, не переворачивайся ты, блядь, мать твою, сука, за ногу, а. Ебеленыш. Так, сейчас надо только шестых рубить, на пятых не обращаем внимания. Но шестой уже более опасен. Его и дольше пилить немножко, и он хилится чуть-чуть по знатней, так сказать, хитрожопская такая морда синяя его. Так, пятый нам не нужен, пятый нам, блядь, надо тоже допилить его. Так, этот он Ричи был у нас. Отвис, молодец. Вен токен дал. Злобные птички. Но он долго стирается нож. Ну, тоже уже 40% осталось. И он на обезьянках хорошо использовать.
Так, что у нас этот... Сейчас. Какой он у меня? Марк Лоус 7 CDF. Марка Лоус. Мне они, правда, не нужны, но мне нужно их всех спилить. Чтоб пошла вторая волна. Иначе у меня времени не будет. Так будет гораздо быстрее, да? Они какое-то время имеют, типа, если я не успею сделать, то он просто исчезает и заново начинается, типа, цикл. Маркалаус. Так, сейчас только сделаем, вычислим только этих шестых. Будем вычислять. Только шестых будем вычислять. Так, где у нас шестой? Куда пошел? Сюда иди. Сюда иди. О, отлично. Смотри, какой большой пришел. Это у нас, слушай, а седьмой, походу, офигеть. Седьмой даже не был биггером. Вот это жесть. Офигеть. Седьмой не был биггером. Неплохо так. Ну что поделать. Совсем с них хлама нет никакого. Стоп. А почему шестые не считаются? Шестые не считаются, что ли? Нет! Офигеть! Прикиньте, ребята. А, подожди, еще не понял. А как они не считались? Они не считались как медиумы. А что считается как медиум? Объясни. Вот это, блин, сумасшествие. Я думал, шестой это медиум. Вот это жесть, вот это новость. Ага. Что-то я не заметил, что они в медиуме идут шестые. Вот смотри, сейчас убью шестого, он как был 47 таки есть. Нет? Давай, умирай шестой. А, да, что идет. Ладно, все равно мне их всех
перепачкать. Короче, странно, как-то то ли они глючат, короче, то ли они через раз какие-то идут. 5 миники маленькие совсем. Миникус. Да. Там никто родился. Конечно, когда денег много, можно стрелять, кайфовать, каких хочешь там колаусов и в минусик потом в жопу уходить. Так, тир упал опять. Пускай копятся тиры, они тут первые. Мелочь, но все равно. Хочу, что сама. Сейчас, конечно, будет минусить после хофа на этом, на яме. Там, конечно, я не взял, а основную массу забрал другой. 6 с чем-то тут получил. Поэтому там минуса еще такие знатные, так сказать. А в основном, когда рубишь, особо так нормально. На кубы переводишь. Сейчас трушку можно уже продавать, не на кубы не надо кидать. На Нексте хорошо, сейчас удочки ввели. Конечно, надо было везде удочки вводить, на всех планетах, чтобы везде рубили тоже, а не только стреляли. Ну или такая она уникальная по себе. Кто-то хочет порыбачить, прилетайте на Next. Пожалуйста, милости просим. Хотите рыбачить? Да, прилетайте на Next. Будет вам рыбалка эксклюзивная. Silver, welcome! Ну, этот подойдет, если что. Ребята, если он не захочет пета, Дэнни Гобадук, который выиграл пета, переиграем. Тоже 10 уровня. Значит, шестые у нас идут в счет. Сейчас, если бы шестых бы пошкерить, было бы неплохо. Силвер, если Дэнни Гобадук откажется от 10-го пета, вы можете на Аркадии забрать пета Нусула, если я не ошибаюсь. А что он дает, этот пет Нусул? Какую-то плюшку какую-то дает, если его открыть там, да? Так, 50, да, 6-й. Это должен быть 51, да, по идее? Давай. Так, 50. Нет, не дал, смотрите, я убил Матура 6-го, а он мне не дал. Смотри, он Матур вообще не считается. Может, надо двоих убить, а да, он будет считаться как один? Нет. Еще давай одного убьем. Двоих можно надо убить, чтобы он 51 начал. Нет. Прикиньте. Офигеть. Матуру не считается. Что происходит? На скорость? А сколько он дает скорости? Не дает 6-й. А вот сейчас провайдер должен дать, да, наверное? Провайдер надо дает. Да, провайдер только дает. Ага. А на скорость... Это как Лара получается, да, типа там. Ну, это кто майнит. А может этот... Можно два пета призывать или нельзя два пета призвать? Или можно два пета призвать? Один, допустим, на скорость, другой на этот. Или нельзя двоих призывать петов? Или можно? Кто знает? Можно два пета призывать или нельзя?
Ребята, кто знает, можно призывать 2 пета? Или никто никогда не призывал двоих петов? Или нет никого двоих петов? Нельзя, да? Рано кто-то говорил, что можно. Вот видите, как легко на таких пушках деньги просто улетают в путь. Так что эти опасные эти птички, я не советую их здесь делать. Один раз просто сделаю ради контента здесь. И больше сюда мы не при... У нас пока это слишком жирно здесь будет. Типа они хотя бы глобали что-то делали бы, но они так себе удовольствие. Да, дейлик, но для тех, кто имеет возможность донатить. Опять начинается понижение. Нова фрагмент хорошо идет здесь. Так что скоро розыгрыш не забываем. Кто не успел, тот опоздал. О, кончилось. Все, давайте конвертируем. В нольку выстреливаем. И идем болт делать розыгрыш. Так что не болейте, всем отличного настроения. Нужно пойти немножко погулять, проветриться, так сказать, после минусов. Миники не спасают. Кто-то еще пришел, что ли, стрелять? А мне нет. Пока никого нету здесь. Ладно. Сейчас будем выцеливать только этих. Янги нам уже по идее не нужны, мы их ножом немножко стреляли. А вот еще один запропасился здесь Матура. Получается, Матура здесь странно. Матура вроде 6-я и не идет. Очень плохо, что она не идет. Очень плохо, что она не идет к нам в зачет. Вот сюда. Медиум. Почему? Потом этих 100 биггеров вообще хрен набьешь когда-нибудь. А надо, блядь, 10 раз волну ждать. Здесь, видите, всего 6 волн. Ой, чистить. Так, Матуры, давайте будем олдов только шпилить. И альфу будем шпилить еще. Альфа опасная тема, да? Там некоторое время, вот альфа, да, это такое. Так, матура нам не нужна. Постреляем, которые остались у нас в провайдере немножечко и все. Все равно мы не успеем сегодня сделать этот по больших. Это займет время. О, еще и 9 приперся, смотри. Но по идее можно, в принципе, этих птичек бить еще не здесь, а в другом месте. Или они, может быть, там не будут у нас засчитываться, а будут только засчитываться только, допустим, в этой яме. А то вы, допустим, могли взять здесь квест, а пойти в другом месте делать. Так, не знаю. Надо перепроверять.
Так, матура нам не нужен. Блин, одни матуры, а, зараза. Сколько этих матур? Так, ты провайдер, давай иди сюда. Провайдер нужен? Или нет? 52 было, был 61. 53. Матуры нет. Матуры нет. Матуры нет. Вообще жирный какой-то. Это сталкер. Это бомба. О, здесь. Тянет меня, блядь. Ученок мелкий. Они, блядь, пытаются тебя сгрызть просто. Так, ты кто? Олд есть? Есть. Больно. Олды есть? Кто на новенького? Кто на Олда? Олд, беги сюда. Слишком вас много. Больно покусывайте меня. Так, видел Олда. Где Олд? Блядь, да не его же Олд. Надо мотор тоже придется завалить. Одни матурки, блин. Сука. Да, тяжелая такая штука здесь. Связана с этой ямой. Лучше сюда не входить, если не хотите бабки потерять. Потому что она не совсем для новичков. Надо, короче, всех выкашивать здесь. Ладно, одну волну я покажу вам, и все. Она не такая уж выгодная, не такая интересная. Если хватит у нас патронов. Не хватит, тогда будем разыгрывать сейчас. Как раз людей немножко ушло. Неплохо. Oktoberfest, one day everybody. Опять краска какая-то упала. Это хорошая красочка. Вообще, блядь, больной какой-то L9 жирный. Ну, в основном, видите, все сыпется, с них не очень хороший. На 90% держит все. Лучше, конечно, хантить мелочь, поменьше. Ну, во всяких таких L5, где они не сильно кусаются, быстро двигаются. Мерпики, какие-нибудь там лошадки, не лошадки. Роботы там на Кирене есть неплохие. Маркапчик нормальный. На них можно, как говорится, сидеть в длительную. Знатно они мне пошпилили броню.
Если начнется сначала, то сваливает. Какой толстый. Скилл гейн дали нам. Скилл гейн, ребята, не отпускают нас. Что за скилл гейн? На 11 минут, ни хера себе. Так, это что у нас? Вот его колбасит, да? Так, Олден нам нужен. Давай Олда замочим. Сто 42. Так, это кто у нас? Это доминант. О, доминанты пришли. Больно покусывают они меня. Все, минусим жестко. Что это такое выпало? А, это шняга, походу, какая-то, которая вообще никому не нужна. Блин, какие хорошие раньше были маркапы, сейчас ничего никому не надо. Какие здоровые эти альфа. Альфа-самцы. Какой-то шплин по сравнению с ним, блядь, карлик. Так, конечно, в эту яму лезть не советую. Не очень хорошая для новичка тема. Если нет доната, то жестко здесь можно слиться. Во-первых, вам здесь никаких токенов мало очень дают. На мелких лучше стреляться. А токенов больше. И оборот быстрее. Но здесь мы сейчас не сможем пройти. Здесь нужно 2 волны, наверное, проходить, чтобы их убить. Плюс у меня еще кончается этот запас прочности. Так что, ребятульки, сейчас готовьтесь, будет скоро розыгрыш. Кто не пришел, тот опоздал. ВК Play можете тоже перейти на Twitch. Там есть ссылочка в описании. Что за Magical... какая-то там миссия Magical Flowers. Лут какой-то циклопа надо еще сделать. Еще краска какая-то робот, оранжевая. Широко не сыпется с этим, да? Как гадости. Геморройно, не люблю, когда слишком много этого, ну, мобов, и они все дергаются. Они все багуются, смотри как. Не рассчитаны на такие атаки длительные. Жадный пипец.
Очень жадные птички, очень жадные. С пониженным маркапом, короче, очень жадные, очень опасные птички. Не ходите сюда. Опасные птички. Злобные птички. Ну, если я пошел, надо уже, как говорится, делать один раз и все, и больше не делать здесь. Короче, кабанчики, обезьянчики там, маленькие обезьянчики, другие там, порубить немножко, попилить. А в эту лучше яму не лезть долговую, это очень опасная тема. Для ваших нервов и кошельков, так сказать. По максимуму, что у нас там дает скилл гейн, надо сделать. Так, мы даже еще не сделали, ребята, с вами медиума. Прикиньте, просто дичь, да, какая? Сколько били по одной волне, по одной волне. Сейчас они нам знатно там стерли броню. Screenchers and coming to defend. You have left. Здесь уже можно всех подряд рубить, но денег уже нема. К сожалению. Готовьтесь. Скоро будет розыгрыш. А осталось совсем немного до розыгрыша, ребята. Буквально считанные минуты. Короче, сюда лучше не идти никому. Никогда. Очень неудачно как бы сделано. Слишком много волн. О, если чисто качаться, кому делать нечего, деньги девать некуда, то да. А так не советую. Ничего интересного особо здесь нет. Он даже сам говорит вам, смотрите, когда убивать, он так делает. Не надо сюда идти, смотрите внимательно. Сейчас увидите, он скажет вам, не надо сюда идти. Видите, не отбивать. Если кто-то придет сюда, можно потом их добить здесь толпой. Ждать, когда кто-нибудь придет, и вместе бить. Так можно только вот эти вот первые два сделать, и то с трудом. А лучше делать, конечно, только первый уровень, и все, вообще нафиг забить. Миники они не помогают, мини вас не спасут. Миники, к сожалению, они не спасают. Куда ты идешь, блядь, сюда иди. Да что происходит? Матура до сих пор? Вы что, издеваетесь? Какие матуры здесь? 6-я линия, последняя. Матуры уже не нужны. Уберите их вообще отсюда, этих матур. В 6-й стадии они не нужны уже. Говна, блядь, сыпет как с палки. Стоям, баул, сюда иди.
Так, а шестой провайдер тоже, наверное, зачтется мне. Сваливаем нахер отсюда. Come and go. Блин, откуда мотор, блядь, здесь, сука, появился? Шестой, блядь, гребаный, а? Отстойщик. Давай Олда сюда. $95. Ты еще Олд? Ты Олд? Давай. Олд провайдер. Куда? Давай. 97. Опять Матура? Да ёб твою мать, стоите. Опять Матура, да вы что, издеваетесь, сука, а? Опять Матура. Бля. Отстань от меня. Давай, вот, all отлично, 97. Да сколько у вас здесь? Так, шестой, скретчер провайдер, давай. 99. Email Guardian, давай. Hello, guys. Вовремя пришел, сейчас будет розыгрыш у нас. Все, нахер, сваливаем сюда. Я со всех вас завалю, сука. Токен дали. Еще один. Ага, отлично, все шикарно. Сейчас я посмотрю, который час, секундочку. 4 часа, отлично. Сейчас тогда будем потихонечку завершать. Сейчас я добью здесь уже. Поведем розыгрыш и будем делать рейд. Так, готовьтесь к розыгрышу, ребята. Через 5 минут будет розыгрыш. Сейчас мы добьем уже здесь волну, так сказать, уже все вычистим. Я понимаю, что здесь я больше, если приду, если с кем на пару, чисто чтобы побить больших, все, так пускай валяется. Я его просто даже закрою вот так вот, я его удалять не буду. Лучше на циклопов ходить, каких-нибудь этих. Сейчас сделаем, шарики включим. Обычно шарики play. Кто на Твиче, ой, кто на Ютубе, на Twitch переходите, или кто на ВК плее. Все. Сейчас я всех уже здесь последнюю волну сделаю уже для контента и все. Так что так вот. Лучше сюда не ходить в яму. Она не очень полезная, так сказать. Если у вас нет 10, 15, 20, 30 тысяч пет, лучше сюда не суваться. Совет мой. А решать вам. Лут вы видели с них. Так что сейчас СНЗ придет. Сейчас мы добьем, пойдем расфасуемся, починимся и будем розыгрыш делать. Все, последний, да? Так, все, открываем пока. О, стартинг! Не, нафиг, сваливаем отсюда. Сваливаем. Нам не нужно нафиг. Подальше отсюда. Я не хочу уже. Все, настрелялся. Хватит. На сегодня. Hello, guys. How are you? Nice to meet you. Oh,
10 пет, смотрите. Стерли. Видали как? Вот так. Так, 10 пет, рецикл 40 и 90 это 130, ну около 140. Починились мы на 10 пет. Здесь у нас на 130 пет осталось, сейчас краску расфасую и будем разыгрывать. А это мелочи, я это абсолютно не считаю, здесь совсем их копеечки здесь. Так, а это что такое мне сыпануло? Я такого не видел. Ну и марка, в принципе, не очень. Так, а ну-ка давай-ка вот сюда иди, дорогой. Так, это что у нас? О, это новая краска какая-то упала, которой у нас нету. Маркап у нее, в принципе, неплохой. Так, это сюда идет. Краска сюда идет. Это тоже сюда идет. Это сюда идет. Это сюда идет. Так, сейчас СНЗ будет подключаться скоро. Сейчас после розыгрыша перекинем его на рейд. Не забыть. Так, еще конвертнули. Понятно. Все. Как бы прокрутили туда-сюда, хай-пай, тыры-пыры. Видите, да, что лучше сюда не лезть. Нафиг. Все, чистенько. Готовимся. Сейчас я запускаю Marbles. Кто находится на ВК Play или на YouTube, пожалуйста, переходите на Twitch. Сейчас будем разыгрывать нож. 4 часа стримили нормально. Сегодня хватит. На сегодня. Сейчас будет наш дорогой СНЗ стримить. Сейчас на него перекинемся. Сейчас запускаем мы игрульку. Так, шарики. Эти шарики вы прекрасно знаете. Нажимаете восклицательный знак и play. Так, запускается потихонечку. Ждем. Никуда не уходим. Пока не нужно play нажимать. Да, давай, хорошо. Сейчас, пока не нужно, пока play. Я скажу, когда можно будет. Пока здесь реклама всякая. Пока не запускается. Сейчас мы сделаем вот так вот. Шарики. Видите, да, шарики у всех есть? Отлично. Шарики у всех есть. Так, давайте вот так. Делаем рейс. Гран-при. Рандом. 50, думаю, хватит. Нас много здесь. И готовьтесь к розыгрышу ножа. Так, нажимаем. Ой-ой-ой. А почему мне не дает рейс нажать? Давайте вот так сделаем рандом. И давайте сделаем... Теперь можете нажимать. И кто участвует в розыгрыше, кто первое место займет, тот у нас получит нож. Первый Кеннетуфа. Ого-го-го-го. Ждем потом немножечко времени.
Так, я не участвую, чтобы вас... Я себя выгнал. Вы будете без меня участвовать. Ребята, у нас play. Можно play 2, не нажимать play пробел 3, play пробел 4. Так, кто не прожался, напишите. Вы все себя видите, все здесь. Там еще могут быть час боты смотреть. Так что смотрите. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Чем у вас меньше, тем у вас больше шанс забрать ножичек. Я его отложу у себя. А то встретимся, мне постучитесь, я вам его отдам. Также я должен еще 10 лет Кейне Туфи отдать и 5 лет Килману должен отдать. Это все у меня учтено в журнальчике. Не переживайте. Это у вас все одинаковые шарики. Хорошо. Марблес, вот, off-stream. Давайте, ребята, подождем еще немножечко. Сейчас я отвлекусь буквально на 1 минутку. Может, кто-нибудь еще подойдет, еще захочет. Кто-то, может быть, с Ютуба. Я сейчас подойду. Так. Где бабки Львовские? Ты балкон закрой. Что, ну быстро последний, минут 10. Так. Угу. Твой шарик стартует от шиба? Я не знаю. Ну так вот он делает. Ага. Ребятульки, 17 человек, я не знаю, что остальные боты. Включайте плей и погнали. Человек хочет уже стримить. А то уже, конечно, 15 часов. Давайте я вот так вот сделаю, чтобы никому не было обидно. Кто хочет делать, да? Я нажимаю, вот так вот нажимаем Join. Я делаю вот так вот, чтобы никому не было обидно. И нажимаю 5 минут. Все. Кто-нибудь придет? Делаем. Они пройдут очень быстро. Вот. А счет пошел. Кто придет? Я это еще предупреждал за 2-3-4 дня, что будет розыгрыш. Кто захотел, вот пришел. Я понимаю, что это все мелочи, но это было бы приятной практикой хотя бы периодически, чтобы наши стримеры тоже бы хотя бы поддерживали. Это мелочь, но я понимаю, это ничего не изменит. Ни у кого, но все равно. Какое-то внимание к своим зрителям, правильно? А один говорит, типа, я стримлю просто то, что мне нравится, говорит, стримить. Я, типа, ничего не нужно мне, там, никому ничего не дам. И просто, типа, стримлю, типа, вот, все, вот, как, просто вот показываю то, что, типа, я делаю, и больше ничего. И, понятное дело, каждый свои цели преследует. Кто-то цель просто стримить, кто-то общаться и далее и тому подобное. Ага, в истории Дуримара. Ну так кто из вас? Вас мало? 3 минуты осталось, видите, как близко. Но видите, как хорошо здесь. А прикинь, 90 человек. Мне даже 105 не нужно. 90 человек первое место. Людей мало, зато все свои, как говорится. Ну ничего, обижаться не нужно. Ну, если, конечно, там все упадут, один останется. То у тебя нет шанса. Кстати, еще есть буст. То есть, я не знаю, это хорошо или плохо. Восклицательный знак. И пишите по-английски B, английское, O, 2, буст. И тогда вы быстрее летите. Но это опасно, потому что когда вы быстро летите, на повороте вы можете вылететь. Это очень опасно. Я иногда бусты делал, все время улетал. Так что иногда буст не полезен. А если вы видите, что прямая дорога идет, и вы медленно идете,
вы делаете в чат, пишите без пробелов восклицательные знаки буст, типа у вас там шарик чуть-чуть быстрее будет. Вон, видите, 2 минуты, видите? Люди приходят. Marbles, Marbles. Go, 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 everybody, Marbles. На кону Knife. У вас все больше, конкуренция возрастает. Энергия кипит. Так, а что у нас музыки нету? Давай эту хотя бы включим. Нет, сейчас-то зачем буст включать? Сейчас зачем буст был включать? 2 минуты, ребята, у вас есть. Я специально не хочу показывать траекторию. У нас практика, если будет такая, я не буду показывать траекторию, чтобы интересно было, что у нас. А когда ты сразу уже видишь, какой заезд, уже наполовину у тебя интерес теряется, какая будет у тебя дорога. Поэтому я как бы вот так вот не буду показывать целиком весь лабиринт, так сказать. Ну, кто не пришел, кто ушел, кто не успел, тот опоздал. А я не знаю, как здесь музончик делать. Need for Speed нет, меня могут забанить на этом, на ютубе. Нет, пока буст делать не нужно. Когда вы только поедете, там через секунд 20-30, вы можете нажимать буст. Но я не знаю, работает ли это, не работает. Может быть, на определенных трассах это работает, а может, на определенных трассах это не работает. Вы потом не разбегайтесь, пожалуйста, никуда. Я человеческое запишу и перекинем вас на новый стримчанский. Мелочь, но приятно. И всем спасибо за просмотр, всем, что были со мной, что пришли, не пожалели своего времени. Или также меня в записи. Не слушайте, что я говорю, а иногда, ну, короче, идите сами по своему пути, и все. Так будет гораздо правильнее учиться на своих ошибках, чем на чужих. Хотя, допустим, у него были ошибки, да, а у этого ошибок не было. Ну, другие были ошибки. И эти ошибки к вам будут неприменимы, у вас будет получаться, где были ошибки у того. Поэтому многогранность и неопределенность всегда тоже интересно. Когда ты знаешь, что уже все заранее, ты уже знаешь, все распланировал, и все как уже будет, это уже неинтересно. Так, ребята, давайте. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Кто не успел, тот опоздал. Трапа первый, походу. Нет? А я первый нажал, первый трапа, походу, идет, прикиньте. Дэн Силвер идет, Дэн Силвер! Ух ты! Смотрите, как красиво, они будут сейчас кружиться. Вы все видите прекрасно, кто первый, кто второй. Сейчас пока неизвестно. Я прям на этих шариках закатим на другой стрим. Потом они сказали, о, мы тоже так хотим. Так, тоже вылезет первый. Ох ты, вы посмотрите, что происходит. Уже пустит на первой прямой. Это очень опасно, можете вылететь, осторожно. Здесь очень сложная траектория, внимательно. Кто у нас первый идет? Туримар! Нет! Ага! Туримарчик идет. Кто же первый? Кто выбирается бустить, кто бустит, кто начинает бустить и может рисковать. Кто у нас? Блядь, ночи! Блядь, ночи! Блинги ночи! Второй. Третий. Четвертый. Пятый. Шестой. СНЗ, ты что там? Седьмой. Восьмой. И 9-й воевода! Так, кто у нас первый? Ну, совсем линия, давайте. Кто на первом? Не может быть, что первый был Фрайский Рон. Нет, уже первый здесь. Ой, ой, давай! Нет! Вырывается вперед! Где он? Кто же? Это был он, наш новый чемпион. Ой-ой-ой, здесь можно упасть, ребята, осторожненько. У нас финалист. Нет? У нас нет финалиста, ребята. У нас нет финалиста пока. Как же так?
Как же так? Ребята, как же так? Тупо второй раз побеждает у меня! Всё. Интересно, да? Дуримар второе место, Файбер третье место. Второе место будут поощрительные 5-5. Кенетуфа побеждает. Поздравляем Кенетуфу. Записываем ее к нам. Плюс нож. И 5-5. Второе место. Кто у нас там занял? По-моему, Дуримар. Если захочет, я ему отстегну. Все, поздравляем, СНЗ ждем, врубаем, и понеслась. Так что, ребятулечки, присоединяйтесь. Сейчас СНЗ включается, и мы будем перекидывать вас рейдиком. Всем благодарю. Все. Так. Или у нас шарики я выключаю. Так, значит, мы идем сперва сюда, а потом на Киркл нажимаем вот сюда. Вет Киркл. Спасибо за гонку, спасибо, что приходили. Ну, хоть какое-то развлечение. Так что давайте, ребята, СНЗ сейчас врубит, и мы перейдем на стрим. Так, сейчас я сделаю рейд. Главное, чтобы он загрузился. СНЗ, давай, ты включайся. Я переключу тебя. Так, он включился, отлично. Сейчас перекидываем его. Терпение, ребята. Мне нужно, чтобы вы оставались здесь, я вам сейчас перекину вас. Пожалуйста, не уходите. Сейчас я делаю рейд. Всем спасибо за просмотр, что приходили. Не болейте. Всем отличного настроения. Сейчас будем переходить. Увидимся попозже.